Происходит столкновение между двумя фигурами в капюшонах и небесными существами. Вражеский боец уверен в своей команде из 4 великих духовных богов. Хвастаясь, говорит, что превзошел богов. С тузом в рукаве Синобу вызывает 6 уровень. Появляется крылатое женское божество по имени Сераф Габриэль. Мужчина в шоке от этого уровня. Саркастически попросил другого повторить то, что он сказал о преодолении богов. Его образ впечатляет перед его союзниками уровнем силы, которого человечество никогда раньше не достигало, и он клянется: «Я стану самым сильным существом в мире, даже если мне придется начинать с самого низкого уровня». Во-первых, где-то в Токио в прошлом данные Синобу стираются в онлайн-жизни. Шокированные просят повторить, чтобы убедиться, что он правильно понял. Его приемный отец и давний друг его отца Аюму говорит, что он приютил его и его брата после смерти их родителей, поскольку у них не было родственников. Синобу говорит, что он благодарен за то, что его приютили, когда они потеряли свой дом. Тогда подумай, как он может рассчитывать только на минимум, предоставленный правительством. Чтобы пополнить свой доход, устроился на работу с частичной занятостью. Без любви, без пособия и без родителей, его единственная опора — его младшая сестра. Его момент радости и бегства в гораздо лучшую реальность — это ролевые онлайн-игры, как у любого подростка. Экран пока открыт для единственного счастья в его жизни. Это до тех пор, пока его данные не будут удалены. Шунобу приседает, недоверчиво глядя на начальный экран входа в систему на своем смартфоне. Резко его отец спрашивает его об уходе из дома после окончания школы, объявляя, что это его месть его сыну. Его глаза вспыхивают, и когда они полностью открываются, он понимает, что находится в лесу. Сбитый с толку, спрашивает, где он. Его разум в беспорядке, и он подносит руку к колбу, как будто пытается упорядочить свои воспоминания. Глядя на свою руку, замечает в ней красноватую жидкость. Он оглядывается в поисках кого-нибудь поблизости. Возникает пейзаж, и ощущения слишком реальны. Графика заставляет его осознать знакомство. Вас пугает голос, а окно вашей системы приветствует вас в онлайн-мире жизни. В шоке размышляет о том, что происходит. Приходит к выводу, что вы находитесь в игровом мире. Его память все еще сбита с толку, пытается собрать все воедино. Затем он задается вопросом, перешел ли он в другой мир и перевоплотился в свою любимую игру. Инструкции, которые он получает, заключаются в том, чтобы зарегистрироваться до начала урока, иначе он рискует быть оштрафованным. Потеря данных повергает его в шок. Его насмешка продолжается. Он просит время пожалеть о пролитом молоке. Его взгляд замирает, когда что-то привлекает его внимание. Перед ним появляется светящаяся сфера. Шунобу понимает, что это знак следовать за ней. Больше ничего в системе нет, ему придется снова начинать с первого уровня, играя в сложном режиме. Размышляя о своем уходе из мира, понимает, что в какой-то момент его сестра Мегуми забеспокоится. Падая на землю, произносит проклятие, пораженный тем, что видит перед собой. Мимо проходит вооруженный скелет 7-го уровня. Скелет воспринимает его как противника. Печаль Синова отвлекла его, и теперь с поднятым мечом враг готовится атаковать. Мальчик производит впечатление, уклоняясь от удара, полностью контролируя свое тело. Это было почти так же, как если бы он управлял игровым персонажем. В таком случае он пытается что-то сделать, и тогда в его руке появляется огненный шар 1-го уровня. Затем он бросается на врага в надежде нанести урон. Но увидев плащ поющих скелетов, Синобу понимает, что атака провалилась. Однако знает, что у этих монстров мощные атаки, но они хрупкие, и одним точным ударом уничтожает его. Игра требует сложных боевых приемов и навыков, что дает противникам более низкого уровня возможность сразиться лицом к лицу с противниками более высокого уровня. Лежащий на земле почти побежденный, хорошо помня, что он раньше выступал в игре. Поскольку у него не было денег на дорогие вещи, он всегда компенсировал это своими игровыми способностями. Когда рыцарь побежден, он повышает свой уровень в игре. С победой приходят большие награды, и в его инвентарь отправляется сфера восстановления, которую он не знает, где найти. Все точно так же, как и в мобильной версии, так что вы можете наслаждаться этим опытом. Вы взаимодействуете с интерфейсом, когда внезапно что-то происходит, привлекая его внимание и заставляя его смотреть в сторону. Повернувшись, видит огромную каменную птицу нежити 15-го уровня лицом к лицу. В этот момент Шун Ногоу шокирован, потому что знает, что слишком измучен, чтобы противостоять этому существу. Птица хватает его за пальто и роняет на землю. Его беспокойство растет,
он боится, что его выбьют из игры. Образ его сестры появляется вместе с белым светом. С широко раскрытыми глазами получает приветственное послание жизни. Когда его возвращают в начало игры, он замечает что-то странное, несмотря на то, что потерпел поражение. Он остается на втором уровне. Лазейку можно использовать для повышения уровня во время прохождения, поскольку вы воскрешаетесь каждый раз, когда умираете, поскольку игра официально еще не началась. Однако в прошлом все говорили, что стратегия глупая, так как лучше играть ради развлечения, чем застрять в игре учебник. Но теперь, когда вы действительно можете быть устранены, вы должны делать все с особой осторожностью. Вспомни момент, когда он потерпел поражение, и каким мучительным было чувство потери своей жизни. Но затем к нему приходит уведомление с просьбой о дружбе, что странно, поскольку он только что создал учетную запись. Поток запросов внезапно обрушивается на него, окружая его бесчисленными экранами. Их так много, что ему трудно понять, что происходит. Его вывод таков: каждый из них представляет человека, который перевоплотился в жизнь. Их число огромно, и тогда что-то привлекает его внимание. Есть также запросы от Аюму и Мегуми, и он задается вопросом, почему его сестра находится в этом месте. Вспомни разговор, когда Аюму сказала, что удаление ее аккаунта в жизни было актом мести. Ее приемный отец проявляет страсть, которую он испытывал к своей матери Шука. Он говорит, что его мать была его первой любовью, но она никогда не обращала на него внимания. Однако он был готов показать, насколько сильны деньги. Он утверждает, что причина ее смерти заключалась в том, что отец Синобу был настолько беден, что не мог обеспечить ему хорошую жизнь. Он обвиняет отца Синобу в том, что он стал причиной гибели его матери, в результате чего мальчик был сбит с толку. Рассерженный ее смертью, использовал свои деньги и влияние, чтобы заставить отца Синобу влезть в долги перед сомнительными людьми. Однако вскоре после этого скончался и его отец. Поскольку Синобу похож на своего отца, Аюму тоже хочет отомстить ему. Он доволен выражением отчаяния на лице мальчика после этих признаний. Пугающе улыбаясь, раскрывает Синобу секрет. Миуми похожа на свою мать и намерена что-то с ней сделать. С широко раскрытыми глазами Синобу требует знать, что она имеет в виду. Юму говорит, что если бы не законы, он бы осыпал девушку любовью. Это заставляет мальчика злобно ругаться. Смартфон Аюму подключен к игре «Жизнь», в которую можно играть совершенно бесплатно. И он говорит, что начал играть уже с рейтингом 5, показывая Синобу свою статистику. После того, как он играл в течение 3 лет, позиция Синобу была 93, прежде чем его данные были удалены. Жизнь дает преимущество тем, кто тратит деньги, поэтому Аюму превзошел его, достигнув 5 уровня. Смеясь, называет мальчика паразитом и спрашивает, сможет ли он победить игрока, который тратит много денег на получение жизненных преимуществ. Смех внезапно прекращается, когда что-то извне привлекает его внимание. Вы оба очень смущены. Дверь резко открывается, и входит Мегуми, крича о своем брате. Напуганный предупреждает их о пожаре и о том, что они должны сбежать. Через окно они могут видеть городские здания, охваченные пламенем и густым дымом. Воспользовавшись отвлечением братьев, Аюбу пытается сбежать, запирая дверь на ключ во время своего бегства. Однако попадает в ловушку пламени при попытке к бегству. В здании, где находятся братья, прогремел взрыв, в результате чего Мегуми и Синобу оказались в огне. Напуганный падением, обнимает ее, пытаясь защитить. На игровом экране нумеруются призывы всех ранжированных игроков, а также обнаруживаются системные ошибки. Теперь он все помнит. Он умер во время этого падения и был включен в игру. Те, кто погиб в огне, были вызваны на мероприятие по набору званий. На экране появляются данные Мегуми вместе с ее состоянием после падения. Она в опасности, и отображается обратный отсчет. Синобу глубоко обеспокоен этим. Он понимает, что если счетчик достигнет нуля, она тоже будет возвращена в этот мир. Помня слова Аю и зная, что он здесь, Синобу заботится о своей сестре. Пока он думает о том, как защитить ее, фигура скелета, с которой он сражался в учебнике, появляется незаметно для него. Монстр поражает его своим мечом. Синобу поворачивается, освобождаясь от него и становясь лицом к лицу. Теперь он гораздо более настороже и понимает, что ему нужно делать, вызывая еще один огненный шар, чтобы повысить свой уровень и выйти за его пределы. Его сестра перевоплотится через 225 часов, и его план состоит в том, чтобы повысить уровень, будучи неоднократно устраненным. Бей скелетного монстра, сжигая его дотла. Ему сообщают, что он повысил уровень, но что-то на экране привлекает его внимание. Игроки вступают в бои и убивают друг друга.
Он быстро начинает беспокоиться о том, чтобы сразиться с другим игроком. Вот почему он понимает, что ему нужно повысить свой уровень. На третьем уровне он решает использовать механику возрождения из учебников, чтобы получать уровни. Чем выше его уровень, тем сложнее его уничтожить, и он учитывает преимущество призывателя зверей. Его класс – призыватель зверей, которому суждено сражаться бок о бок со своими существами. Благодаря событиям в гатче получил свои призывы, испытывая грусть из-за потери Габриэля. Сёрфим был самым сильным классом, который он когда-либо получал бесплатно благодаря огромным усилиям. Перестань сожалеть о потере своего лучшего зверя. Светящийся шар сигнализирует ему следовать программе и избегать штрафов. Монстр Бернарди здесь, чтобы остановить его. Используя свой меч, наносит удар монстру. Синобу полон решимости пойти против системы и бежать на юг. Он достигает места древних руин, останавливаясь перед подземельем высокой сложности, где обитают монстры высокого уровня. Это место доступно только в конце игры, но Синобу находит устройство и нажимает на него. Для него открываются огромные двери. Все темно, и он вызывает огненный шар, чтобы осветить путь. Он поражен тем, что видит. Это место заполнено скелетными монстрами, владеющими мечами. Используя свой посох и огненные шары, бросается на существ. Появляется несколько уведомлений о наборе очков опыта, когда он побеждает своих врагов. Один из них говорит на незнакомом языке, но если Нобу игнорирует его и продолжает атаковать. В ярости хочет покончить со всем, зная, что может возродиться снова. Это бесконечное повторение сводит его с ума, но он должен смириться с этим ради Мегуми. Появляется образ его младшей сестры, зовущей его. Если Нобу задается вопросом, почему она там, Мегуми спрашивает его, уйдет ли он из дома, когда его примут в колледж, и он отвечает «да», а затем просит его взять ее с собой. Она боится намерений Аюму, несмотря на его кажущуюся доброту. Тогда мальчик обещает взять ее и никогда не бросать. Если не Буу рассмотрит такую возможность и подумает, что жить с ее сестрой в колледже было бы хорошей идеей. При воспоминании об этом обещании он становится еще более решительным победить своих врагов. Его уровень продолжает расти, что позволяет ему изучать магию. На достаточно высоком уровне он вызывает магию огня третьего уровня. Его сила так же сильна, как небольшой ядерный взрыв, уничтожающий его противников. Улыбнись результату, достигнув 50 уровня. На этом уровне монстры больше не дадут ему большого опыта. Винтовая лестница ведет его в глубины подземелья. Подожди финального босса сцены. Появляется бессмертный король 95 уровня сложности вместе со своей армией воинов подземного мира 85 уровня. Пасть монстра открывается, выпуская шар энергии. Его сила наносит огромный урон подземелью, уничтожая Синобу. Побежденный королем отправляется обратно в исходную точку игры. Быстрое устранение делает его счастливее, чем испытывать боль от многократных ранений мечами. Не отказываясь от своего золота, возвращается в подземелье, таким образом по-прежнему терпит неоднократные поражения, но продолжает сражаться со скелетами. Его уничтожение повторяется с каждым повторением битвы. Но со своим посохом, боевыми и магическими навыками он побеждает всех врагов на своем пути. Он снова добирается до последнего босса. Король развязывает свою розовую атаку преступного мира. Обладая продвинутой магией 4 уровня, Синобу вызывает щит 4 священных зверей. Но сила монстра слишком велика, и его здоровье полностью разрушено. Он настаивает на победе над бессмертным королем, ища слабость своего противника. Используя свой посох, вызывает зов Серафима. Мощный свет поражает короля, заставляя его прикрыть глаз своей скелетной рукой. Другой рукой он атакует Синобу. Магии было недостаточно, чтобы победить монстра 95 уровня. Синобу сильно поврежден и смотрит на короля. С улыбкой показывает, что он раскрыл секрет врага. Затем, используя магию 3 уровня, вызывает взрыв чистой магии. Техника самообороны потребляет все HP и МП, навык, редко используемый из-за снятия штрафа. Могущественный своей техникой, Синобу намерен сопротивляться, даже если ему придется повторить атаку несколько раз. Бессмертный король чувствует вред этой силы. Синобу вернулся к началу игры. Появляется экран уведомлений. Сообщение показывает, что он сбросил плащ мудрости бессмертного короля. Подумай на мгновение о предмете, который он выиграл, понимая его значение. С улыбкой Синобу празднует свою победу, победив монстра. Измученный битвами, падает на землю. Потрясенный видит на экране, что его уровень достиг 72.
Подумай о его врагах с обычными мобами 10 уровня, могущественными неигровыми персонажами 50 уровня и реинкарнированными, возможно, 99 уровня. Шао знает, что ему будет трудно увеличить свою силу там, где он есть. Оставь свой новый предмет вместе с перчаткой ада, часами мудрости и кольцом смерти. Мальчик готов к новым битвам. Чтобы закончить урок, он решает прикоснуться к сфере. Игра требует, чтобы он зарегистрировал своего пользователя. Поскольку его имя уже есть в списке, введите его псевдоним как Синобу Эдзима. В качестве награды он получает драгоценный камень профессионального мастерства и теперь может приобрести способность высвобождения божественной силы. Синобу помнит, что эта способность появится в следующем большом обновлении. Прикоснувшись к сфере, переносится в пустое пространство. Позади Синобу появляется молодая женщина, привлекающая его внимание. Пораженный поворачивается к ней лицом. Девушка сидит с несколькими магическими кубиками рядом с ней. Она быстро объясняет, что это место — офис управления онлайн-жизнью. Ее слова шокируют его, он понимает, что находится в присутствии администратора. Синобу недоволен этим. Он хочет получить ответ о том, что его втянули в игру, и о пожаре, унесшем его жизнь. Администратор отказывается отвечать, давая ему понять, что он всего лишь бот. Он первый игрок, получивший доступ к новому обновлению ключу Агарты. Из-за этого он получает бонус за начало новой миссии под названием «13 шагов утопии». Мальчик хочет знать, что это за миссия и почему она не началась в конце урока. Слово «Агарта» звучит странно, но он помнит, что где-то слышал его раньше. Оно было анонсировано как полномасштабное обновление мапк с различными настройками и новыми элементами. Ты помнишь, что оно должно было выйти через 2 месяца, и ты не понимаешь, почему оно уже доступно. Бот не может ответить, поэтому проверь свои данные в системе. Появляется уведомление о том, что твои данные были удалены. Администратор проверяет записи исполнительного совета и сравнивает их с журналом операций. Она объясняет, что поскольку ее учетная запись была удалена из-за несанкционированного хостинга, администрация решила вернуть ее. Синобу приветствует восстановление ее данных. Однако предметы, которые она продала, не могут быть восстановлены, только предметы, полученные через гача. Синобу был выбран для большого апгрейда. Посмотри на его данные на экране, все еще смущенный тем, что он единственный, у кого есть доступ к апгрейду, но не в состоянии вернуть свои предметы. Администратор сожалеет, что не может с этим помочь. Несмотря на то, что опечален потерей, решает двигаться дальше без своей команды. Бот касается экрана, чтобы начать миссию. Шунабу кричит ему, чтобы он подождал, так как он хочет что-то спросить, но уже слишком поздно, так как за ним открывается портал. Она просто говорит, что не может ответить. Молодого человека переносят в утопический город в центре мира. Упав на землю, растерянно оглядывается, пытаясь понять, где он находится. Еще раз сожалея о том, что не получил ответов, которые хотел. Когда он идет по незнакомому месту, ему снова кажется странным, что он единственный, у кого есть доступ к этому обновлению. На экране появляются подробности квеста, показывающие подземелье в стиле башни с 13 этажами, которое должен пройти Синобу. Прохождение закончено, и мальчик знает, что если он сейчас будет удален, это будет навсегда. Синобу напоминает администратору, что восстанавливает его данные гача. Открой ее меню вызова. Все ее звери выведены из строя для битвы. Отличительной чертой этих призывателей является то, что они не принимают магию воскрешения и могут быть возрождены только в специально отведенных местах, расположенных в городах. Там, где он находится, таких мест нет, поэтому Синобу надеется, что они будут возрождены, когда администратор восстановит все их данные. Не имея другого выбора, продолжает сражаться с неизвестными врагами на первом этаже. Вызванный огненный шар направляет его путь, освещая его первого противника, гоблина. Мальчик смеется над тем фактом, что его первый враг такой маленький, предполагая, что это из-за ранней фазы, и решает проверить статус гоблина. Его глаза открылись, когда на экране появилось изображение монстра. Существо мистического класса с рекомендуемым уровнем 105. Спроси, превысил ли враг предел уровня. Гоблин кричит и бросается на Синобу, который как раз вовремя уклоняется. В разгар боя Синобу получает информацию о том, что ограничение уровня будет введено в следующем обновлении, но он может повысить свой уровень до 99. Молодой человек уклоняется от еще одной атаки, и гоблин падает на землю. Он остается начеку, зная, что если его нокаутируют, второго шанса не будет. Снова гоблин бросается на него, и Синобу наносит ответный удар огненным шаром, который не имеет никакого эффекта. Затем он вызывает цепи, которые связывают противника как мяч. Это шанс, который нужен Синобу, чтобы сжечь его, но монстр освобождается от цепей.
Гоблин быстро бросается вперед, используя острый край своего оружия. Это беспокоит мальчика, но он полон решимости не быть убитым. Контратакуя магией третьего уровня, гоблин получает удар магией самоуничтожения. Монстр кричит от боли, но лишь небольшая часть его здоровья падает. Обеспокоенный, Синобу проверяет свое боевое состояние, понимая, что если это станет испытанием на выносливость, его здоровье может упасть первым. Его козырь – использовать сферу восстановления, которую он получает в качестве награды. Предмет может восстановить выносливость, здоровье и ману. Он использует сферу, восстанавливая свое здоровье, а затем снова активируя способность самоуничтожения, вызывая множественные взрывы. Шинобу неоднократно призывает эту силу против монстра, создавая серию ярких взрывов, разрушающих все перед ним, но гоблин все еще стоит. Синобу поражен стойкостью монстра, когда он насмешливо шипит. Внезапно противник падает на землю поверженная. Мальчик празднует свою победу и помимо повышения уровня получает от монстра упавшие предметы. Первый этаж очищен, и в награду он получает драгоценный камень умения восстанавливать подчиненных. Симабуэ удивлен новым умением, которое в следующем обновлении заменит необходимость посещать города для возрождения призывов. Немедленно коснись экрана, используя это умение. Появляется администратор с объявлением о следующем обновлении. Все игроки смотрят трансляцию с этой информацией. Иван Джуму смотрит в окружении красивых женщин без одежды. Наконец-то бот заявляет, что обновление вступит в силу, когда последний вызванный игрок войдет в игру через 10 месяцев и 23 дня. Эта новость беспокоит Синобу, потому что она знает, что администратор имеет в виду ее сестру. Бот заканчивает трансляцию. Мальчик проверяет свой статус и видит, что сейчас 80 уровень. Где-то еще в онлайн-просмотре прячутся двое молодых людей. Мальчик шокирован тем, что их преследователь нашел их. Младшая девочка упоминает монстров, которых ее сестра и группа пытались победить. Он пытается успокоить Эрвео, говоря, что его сестра собрала много отрядов воинов и что, возможно, великий волшебник придет им на помощь. Кто-то, прячущийся среди деревьев, шпионит за детьми. Появляется массивный мощный монстр с парой рогов. Существо угрожающе улыбается, вселяя страх в детей. Когда существо приближается, мальчик встает впереди и говорит Клэр бежать, но она отказывается оставлять Эрин позади. С мечом в руке снова умоляет ее убежать. Мальчик полон решимости сражаться до конца с монстром, чтобы хотя бы его младшая сестра могла вернуться домой. К сожалению, зверь хватает Клэр. Он смеется, пока девочка кричит от ужаса. Эрин кричит о своей сестре, которую давит монстр. Он атакует существо, но его кожа настолько твердая, что его меч ломается, и Эрин падает на землю. Существо сжимает его хватку, но внезапно что-то отрубает ему руку. Он воет от боли, когда Клэр начинает падать. Девушка закрывает глаза, опасаясь падения, затем открывает их, понимая, что она плывет. Эрин в восторге и шокирован, увидев, как его сестра поднимается. Именно Синобу поймал Клэр, но она не может этого видеть. Он использует оптическую маскировочную магию, а затем отключает ее, открывая себя детям. Синобу защитил их, потому что на его совести было бы тяжело позволить кому-то быть уничтоженным перед ним. Появляется все больше этих монстров. Синобу поднимает кулак, готовый победить их. Его магия уничтожает существ 80 уровня. Еще двое из этих монстров атакуют Синобу. Он вызывает заклинание 5 уровня «Адский клинок бесконечности», разрезая врагов на бесчисленные части. На небольшом расстоянии, на 30 уровне, находится царство священного меча и великого мага. Глядя на горизонт, обдумывает свой следующий шаг. Дети смотрят на него с любопытством. Шонобу приходит к выводу, что мальчик и девочка братья, и знает, что оставлять их там было бы опасно, поэтому придумайте решение. Активируй способность обнаружения врагов. Массивная энергетическая сфера сканирует местность. На экране обнаружены вооруженные люди и рой огров 20 уровня. Он надевает капюшон и активирует магию 3 уровня, чтобы взлететь, исчезая в небе, оставляя детей в замешательстве, думая, что он может быть чем-то вроде бога. В другом месте лошади тянут повозки. Женщина благодарит искателя приключений за помощь его группе. Джейкоб сама из пылающего пламени читает книгу. Он попросил капитана не беспокоить его. Он грубо говорит, что время дорого и что он тратит его впустую, разговаривая с кем-то таким же некомпетентным, как она. Она извиняется и сообщает ему о стае орков в отдаленном регионе. Джейкоб говорит, что он уже знает о стае орков.
Она снова извиняется, но говорит, что есть еще более интересные новости. Она упоминает, что свидетели видели огров. Эта новость привлекает внимание Джейкоба, заставляя его закрыть книгу, чтобы слушать более внимательно. Она продолжает говорить, что новобранец видел группу прошлой ночью. Это ее беспокоит, так как это означает, что население мира может оказаться в опасности. Джейкоб знает, что не может справиться с этой ситуацией и предполагает, что новобранец должно быть видел что-то еще. Расстроенный говорит, что она должна быть наказана за вмешательство в его магические исследования. Однако из-за нее Буми готов простить ее при условии, что она поужинает с ним. Она пытается отказаться, опасаясь того, что может случиться, поскольку у Джейкоба ужасная репутация с женщинами. В качестве тактики меняет тему, спрашивая о его использовании магии второго уровня. С гордостью утверждает, что овладел высшей магией пламени, достигнув вершины человечества как обычный пользователь огня. Женщина делает вид, что взволнована. Джейкоб говорит, что это скоро будет исправлено, и она пытается понять, что он имеет в виду. Объясни, что они на правильном пути, чтобы использовать дыхание пламени короля драконов, и она удивлена, поскольку это магия высшего второго уровня. Она знает, что ее способности на высшем уровне, но она все еще намерена использовать их, чтобы защитить Эрина и Клэр. Прибывает один из солдат, сообщающий им о вражеском вторжении. Джейкоб предполагает, что это орки, но с удивлением узнает, что на самом деле это угры. Стая орков в ярости, уничтожая все на своем пути. На солдата напали, его нижняя часть тела разорвана на части. Женщина призывает всех сохранять спокойствие, заверяя их, что Джейкоб защитит их. Мужчина извиняется, давая понять, что он намерен только исследовать пылающего короля драконов и не собирается сражаться. Джейкоб с гордостью заявляет, что ее талант ценен только до тех пор, пока он жив, и называет ее глупой за то, что она думает, что было бы хорошо, если бы его там уничтожили. Женщина напоминает ему, что она подписала контракт, по которому она согласилась помогать уничтожать монстров. Это его раздражает, но он быстро понимает, что если ее устранят, никто не узнает деталей контракта. Как и трус, мужчина убегает, чтобы спасти свою собственную жизнь. Пока приближаются Аверы, она думает о своих младших братьях и сестрах. Так же быстро, как свет, если не появится БУ со своим копьем, чтобы сразиться с врагом. Его клинок разрубает монстра перед ним. Женщина ошеломлена своим спасителем, не способная понять, откуда он взялся и кто он. Если бы не БУ, она улыбнулась и сказала, что это идеальное место, чтобы попрактиковаться в своих навыках. Лежа на земле, в шоке наблюдает, восхищаясь ее силой. Меч Синобу разбивается о твердую кожу огров, так что хватайся за ее посох. Женщина продолжает наблюдать за мальчиком, желая знать, кто он. У Синобу появилось новое снаряжение, в том числе легендарный кинжал поверх сна и легкие доспехи монарха. Он уверен, что победит огров. Оглядываясь вокруг, что-то привлекает его внимание. Он замечает побежденных НПК на земле и поражается, увидев их там. Ему в голову приходит идея. Синобу понимает, что он выделяется, и ругает себя за то, что отключил камуфляж, который делал его невидимым. Появляется Джейкоб, кричит на него, и Синобу считывает его статус, видя, что он маг 20 уровня. Синобу просто отвечает, что он просто проходящий искатель приключений. Маг низкого уровня говорит, что никогда раньше не видел такой команды, как у Синобу. В качестве альтернативы Синобу хочет соответствовать его уровням силы и спрашивает, может ли Джейкоб использовать атакующую магию. Этот человек обижен вопросом. С гордой улыбкой на лице представляется как человек, который будет известен как дыхание пламени короля драконов. Проведя некоторую математику, Синобу приходит к выводу, что этот человек находится на 3-м уровне в магии. Он знает, что должен быть осторожен, чтобы его не обнаружили другие игроки. Джейкоб кричит, спрашивая, куда он идет, и Синобу отвечает, что собирается убрать оставшихся огров. Синобу обладает способностями другого мага, он может использовать свои собственные на том же уровне. Столкнувшись с врагами, вызывает магию 3-го уровня, дыхание пламени короля драконов. Огры кричат, когда их окутывает магическое пламя среднего уровня. Волшебник Джейкоб поражен силой, которой он пытался достичь в течение долгого времени. Обнаружив странную вещь, Синобу спрашивает, почему он кажется таким удивленным. Он предполагает, что волшебник тоже может использовать эту магию. Ошеломленный, Джейкоб молчит. Надевая капюшон, Синобу поворачивается, чтобы уйти. Женщина, которая наблюдала за битвой, бежит к нему. Синобу останавливается, и женщина благодарит его за помощь и за спасение жизней всех, называя его великим мудрецом. Она продолжает называть его великим мудрецом и спрашивает, использовал ли он магию 3-го уровня. Если нет, БО отрицает этот титул и спрашивает, действительно ли Джейкоб может использовать ту же магию. Она отвечает, что маг 20 уровня хвастается, что сможет это сделать. Остальные обсуждают возвращение в деревню
деревню на большой праздник. Это беспокоит Синобу, опасаясь, что они поставят его в затруднительное положение. Синобу вызывает солдат НПК, которые разговаривают. Он просит их посмотреть на его посох. Когда все на него смотрят, он использует магию 4-го уровня, взлом разума, стирая их воспоминания об этом событии. Под этим он понимает, что бот имел в виду под управлением. Вспомни, что администраторы сказали об обновлении, и сделай вывод, что время в игре течет совсем не так, как в реальном мире. Они пришли к выводу, что в игре прошло 100 лет. Несмотря на свое глубокое знание жизни, сожалеет, что не может идеально применить ее, поскольку мир труден для понимания. Женщина сбита с толку и пытается понять, что происходит. С его обостренной памятью вспоминает Джейкоба, а затем благодарит его за спасение всех дыханием пламени короля драконов. Волшебник понимает, что это действие магии Синобу на нее, но не распознает ни одного из предметов, используемых в битве. Тем временем капитан хочет вернуться домой и сообщить гильдии о победе волшебника. Внезапно Джейкоб кричит ему, чтобы он заткнулся, и запускает огненную магию, сжигая солдат. Шокированная женщина спрашивает, почему он это сделал. Его действие было вызвано страхом, что магия исчезнет, и все вспомнят о его трусости, что сделает его единственным незатронутым. Он показывает оплаченный предмет на своем запястье, который предотвратил стирание его памяти. Женщина в ужасе наблюдает, как ее солдат уничтожают. Злобно смеясь, Джейкоб обещает сохранить ей жизнь в качестве своего питомца, говоря, что она должна заплатить за унижение, которое он ей причинил. Синобу состоит в гильдии искателей приключений и просит зарегистрироваться. Администратор находит его странным и спрашивает, кто он. Зал гильдии красив, некоторые из его членов ходят в изысканных нарядах. За 100 лет, проведенных в игре, Синобу чувствует себя отстраненным, и вступление в гильдию было бы способом сбора информации. Женщина рассматривает его и спрашивает, действительно ли он хочет стать искателем приключений, надевая такое ужасное снаряжение. Двое мужчин, сидящих за столом, подслушивают разговор и начинают смеяться, шутя, что, возможно, мать Синобу сделала это для него. Обиженный спрашивает, в чем проблема. И она объясняет, что черная экипировка считается некачественной. Несмотря ни на что, настаивает на регистрации, и она замечает, что ему действительно нужны деньги. Для регистрации она просит его положить руку на стекло для оценки навыков. Подумай хорошенько, представив, что будет шуткой, если он раскроет свой статус 80 уровня и решит не регистрироваться. Женщина утверждает, что жизнь драгоценна и, следовательно, жизнь – это деньги, что является политикой гильдии. Синобу помнит, как слышал эту фразу до Джейкоба. Волшебник Джейкоб внезапно появляется рядом с Синобу, и администратор спрашивает, не хочет ли его хозяин чаю или кофе в своем кабинете. Он просит чаю, в то время как Синобу пытается спрятаться под его капюшоном. Синобу пытается ускользнуть, но Джейкоб приказывает ему остаться. Лидер гильдии заявляет, что у него будет встреча с молодым человеком. Портье отчитывают за то, что он назвал Синобу грязным, и добавляет, что для портье очень важно иметь хорошие глаза. Джейкоб объясняет, что им нужно поговорить о том, что произошло в лесу, и называет его трансмигратором. Администратор ведет Синобу в кабинет мастера гильдии и извиняется за то, что произошло. Внутри комнаты Джейкоб утверждает, что использует магию, чтобы блокировать людей и голоса, делая безопасное место для разговора. Если не Бу, спроси, почему его магия не стерла память другого волшебника. Обиженный, Джейкоб поднимает руку из-под плаща и спрашивает, не признает ли Синобу ценность того, что у него на запястье. Открывая таинственный александритовый камень, который защищает от магии равной или меньшей силы, чем ее носитель. Синобу хочет знать, как Джейкоб получил этот предмет. Джейкоб объясняет, что это был платный предмет, подаренный ему членом семьи, переселенцем десятилетней давности, и показывает, что он впервые встречает его. Он также показывает, что он единственный, кто знает об этих людях, секрет, известный только высшим чинам королевского двора, церкви и знати. Заканчивая свое заявление, выражает свое удивление. Объясни, что это люди, которые появляются каждые 100 лет, не старея, обладая способностями, равными силам богов. Джейкоб заявляет, что этих переселенцев называют богами, что повергает Синобу в шок. Он упоминает слухи о том, что организациями, правящими миром, управляют группы божественных существ. Такие организации, как Тигровый глаз, Бригада рассвета, Патриотический лев и Рев драконов. Эти названия соответствуют гильдиям в жизни, предоставляя Синобу больше информации об этом мире. Мальчик хочет знать, чего хочет Джейкоб в обмен на то, что он поделится всей этой информацией. Джейкоб показывает, что хочет подружиться с Синобу. Синобу спрашивают, пытается ли он скрыть свою личность.
Теперь Джейкоб понимает, что на самом деле он пытается скрыть свою слабость. Синобу использует ситуацию в своих интересах, заявляя, что неважно, попытается ли Джейкоб что-то предпринять, он знает, что его устранят. Иронично, Джейкоб спрашивает, пытается ли Синобу угрожать ему, отмечая, что если бы он мог что-то сделать, он бы уничтожил его там в лесу. Он заверяет Синобу, что этот секрет не будет раскрыт, поскольку он лично позаботится о том, чтобы он оставался скрытым. Синобу не понимает, что он имеет в виду. Тогда Джейкоб сам показывает, что он уничтожил группу воинов, используя свою огненную магию. Он, наконец, заявляет, что он единственный, кто знает и кто сохранил Кафину жизнь. Не будучи дураком, этот человек хочет быть уверенным, что Синобу не убьет его. Поэтому он предлагает двойной контракт. Если Синобу победит, его секрет сохранится, но если он проиграет, он станет рабом Джейкоба на всю оставшуюся жизнь. Синобу думает о контракте и о том, что он является частью операционной системы игры, что делает невозможным выступить против него. Несмотря на то, что он утверждает, что контракт не является обязательным, Джейкоб угрожает раскрыть этот секрет, если он не согласится. Это заставляет Синобу понять, что его приемный отец может быть первым, кто попытается убить его, помешав его цели защитить Мегуми. Волшебник заявляет, что его способности не соответствуют способностям Бога и что они должны сражаться при самых благоприятных условиях. Шунобу соглашается, подписывая контракт, и Джейкоб празднует. Выглядя внушительно, мальчик спрашивает, действительно ли Джейкоб верит, что сможет победить его. Молодой человек размышляет о том, что случилось с группой воинов, которым он помогал против огров. Джейкоб объясняет, что в контракте указано место дуэли и что он также будет носить сокровища на своей руке. Для Синобу приходит уведомление о том, что его перевели в другое место. Он появляется в новом месте на карте, где есть разрушенный храм. Волшебник Джейкоб держит камень, который позволяет ему обладать силой, равной силе богов. Будучи носителем артефакта, может использовать способности независимо от своих собственных способностей, призывая высших мифологических существ. Если Набук рассмотрит свои варианты этой битвы, понимая, что он может вызвать Габриэля только немедленно, волшебник начинает свою игру, используя заклинание призыва 4 уровня, чтобы вызвать таких зверей, как саламандры, 4 бога, небесные духи. Другие существа также появляются в виде Дайна, гигантского каменного гнома и крылатых существ, называемых сильфами. Синобу наблюдает за зверями, находя странным, что это высокопоставленные монстры, с которыми обращаются как с божествами. Джейкоб бросает ему вызов вызвать на бой своих собственных существ. Но Синобу отказывается, пытаясь понять, искренне ли Джейкоб верит, что 4 великих духа – настоящие высшие существа, а это не так. Посмотри, как слабы люди и как всеми организациями управляют божественные существа. В то же время рассматривает возможность того, что переселенец, возможно, сохранил для себя знания о точках опыта. Он, наконец, понимает, почему жизнь пошла на убыль за последние 100 лет. Эти существа изменили мир. Реинкарнированные люди могут делать в игре все, что захотят, не беспокоясь о битве. Синобу говорит, что у него нет на это времени, но он отнесется к этому серьезно, потому что Джейкоб использует платные предметы. Джейкоб кричит мальчику, чтобы он боялся своих зверей, которых он называет богами, заявляя, что это чудо, которого человечество никогда раньше не видело. Окруженный его призывами, утверждает, что превзошел богов. С помощью заклинания призыва 5 уровня Синобу вызывает божественного императора пламени Бахамута. Колоссальный монстр ревет, наводя ужас на волшебника. Синобу говорит, что он еще не закончил, а затем вызывает морского императора Левиафана. Другие призывы следуют за огромным медведем, императором грома Индрой и богиней матерью землей Гаей. Все 4 зверя собираются вместе с Синобу. Отчаянно смеясь, Джейкоб заявляет, что заклинание призыва 5 уровня – это то, что люди не должны выполнять. Тогда Синобу произносит заклинание призыва 6 уровня, призывая посланника небес Серафа Габриэля. Ангельская фигура приземляется рядом с его призывателем. Джейкоб в шоке открывает рот, не в силах произнести ни слова. Видя это, Синобу насмехается над ним, прося его повторить то, что он сказал о том, что люди не способны вызывать существ 5 уровня. Теперь мальчик силен и готов к битве. Джейкин считает невозможным, чтобы призыв 6 уровня состоялся. Синобу говорит Габриэлю, что скучает по ней, его самому сильному призыву. Смиренно Серафима отвечает, что для меня большая честь снова быть рядом с ней. Волшебник знает, что у него нет шансов, и что его 4 бога недостаточно сильны для этой битвы. Разочарованный кричит, отказываясь смириться с ситуацией, объявляя себя гением. Звери затевают грандиозную битву.
Монстры Синобу сильнее и могущественнее, одерживают верх и побеждают своих врагов. В ужасе Джейкоб кричит, когда его 4 духа уничтожаются. Однако не сдался и заявляет, что может снова призвать своих монстров. Синобу кричит на Габриэля, и она немедленно подчиняется своему хозяину. Стремительно летящий Серафим нападает на Иакова, вырывая у него из рук оплаченные предметы и ломая их. Волшебник в недоумении падает на землю, а его снаряжение уничтожено. Побежденный спрашивает Синобу, является ли это силой переселенца и бога. Мальчик говорит ему, чтобы он не путал его с богами, которые были на еще более высоком уровне с самого начала Левиты. Признайся, что он начал с 1-го уровня и поднялся только после того, как его неоднократно удаляли во время урока. Джейкоб начинает смеяться, не в силах поверить в то, что он только что услышал. Внезапно 4 духа появляются снова, удивляя Синобу. Звери подходят к магу, который говорит им отступить, и настаивают, что он их призыватель. Все 4 были призваны силой из-за оплаченного предмета, и теперь, когда он был уничтожен, он больше не подчиняется приказам Джейкоба. 4 зверя атакуют Джейкоба, и платформа под ним начинает разрушаться. Земля рушится, и волшебник падает в пропасть. Появляется сообщение о том, что он был насильственно удален с поля битвы. Проходит несколько дней, и Синобу в гильдии. Прочитай газетную статью об исчезновении мастера гильдии и о том, как в городе неспокойно. В качестве прикрытия рассматривал это как последовательность событий, утверждая, что Джейкоб сошел с ума из-за переутомления, что привело его к жестокому уничтожению солдат перед бегством. Все это стало возможным благодаря Шинобу, манипулирующему умами людей в городе с помощью магии. Он не совсем доволен этим, признавая, что это оставляет у него горький привкус во рту. С крыши каюты наблюдает, как капитан воссоединяется со своими 2 младшими братьями Эрин и Клэр. Братья радостно обнимаются, что радует Синобу, видя их воссоединенными и в безопасности. Молодой человек думает, что если бы он допустил ошибку, это могло бы вызвать серьезную проблему, понимая, что человеческая злоба безгранична. При исполненной решимости намеревается стать еще сильнее, повысить свой уровень и приобрести новое оружие и навыки. Он также подумывает об использовании секретного подземелья, которое теперь ему доступно. Готовый к следующему шагу, позвони Габриэлю. Сераф отвечает, что она готова отправиться туда, куда он пожелает. В другой части жизни идет битва. Молодая женщина с кошачьими ушами тяжело ранена, слишком слаба, чтобы даже говорить, но все еще стоит на ногах. Мужчина в шляпе спрашивает ее, ненавидит ли она его. Решительный, она отвечает, что убьет его. Мужчина подбадривает ее, говоря, что она должна ненавидеть его, чтобы поправиться, чтобы стать достаточно сильной, чтобы покончить с ним. Он говорит ей, что этого еще недостаточно, чтобы преодолеть 99-й уровень, что ему нужно выйти за пределы максимального уровня. Его рука пропитана красной жидкостью трансмигранта, и он дает обет уничтожить каждого из этих существ. Вернувшись к Синобу, мальчик размышляет о том, что случилось с волшебником Джейкобом. Он говорит о том, как ему неловко, когда кто-то умирает, и Серафим Габриэль пытается утешить его, утверждая, что волшебник был враждебен и заслужил свою судьбу в качестве наказания. По своей природе Габриэль признает своего учителя богом, клянется в послушании, становясь безжалостной боевой машиной для его защиты. Чинобу привлекает ее внимание, говоря ей, что он не может просто убить кого-то, но она отвечает, что враг был язычником и, следовательно, не мог убить его. Его следует устранить, как и ожидалось от его хозяина, с чем Синобу не согласен. Он заявляет, что если он когда-нибудь намеревается сделать что-то подобное, он должен сначала спросить у него разрешения. Она соглашается, признавая, что это ее цель существования. Синобу находит это чрезмерным и шутит, говоря, что если бы он приказал ей умереть, она бы это сделала. Без колебаний Габриэль просто отвечает «да». С большой готовностью она бы это сделала, в конце концов сказав, что ее сердце будет разбито, но ее тело останется сильным, и ей потребуется время, чтобы погибнуть. В отчаянии, если Нобу прикажет ей использовать магию восстановления, и, следуя ее воле, Габриэль подчинится. Они двое сидели у костра и что-то готовили. Он удивлен преданностью Габриэль, и она говорит, что предана не только битве, но и готовке и уборке. Габриэль добавляет, что она также доступна для выполнения определенных ночных обязанностей, если это необходимо, оставляя его в замешательстве. Затем она опускает верхнюю часть своей одежды, в результате чего экран системного предупреждения закрывает ее отсутствие одежды из-за непредвиденной ситуации. Жизненные требования не подходят для всех возрастов, поэтому она не может выполнять ночные обязанности для мальчика в возрасте 17 лет. Наконец понимает, что Серафим был совершенно серьезен.
Вы слышите только потрескивание огня, когда готовите еду. Шонабу думает о своем следующем шаге, который заключается в укреплении его боевой мощи. Несмотря на то, что попал в беду, ему по крайней мере удалось собрать информацию. Габриэль спрашивает, достаточно ли они уже сильны для битвы. Он отвечает, что хотя их сила надежна, это не будет иметь большого значения, когда они столкнутся с врагами 99 уровня. Если история Джейкоба правдива, и фракции сформировали команды, которые контролируют закулисные силы, сохраняя при этом баланс. Он обеспокоен тем, что этот баланс может рухнуть вместе с ними. Следующее крупномасштабное обновление и новый предел уровня. Подумай о возможности того, что это может нарушить баланс сил, и если это произойдет, война разразится повсюду. Если нет, БУ заявляет, что он должен обрести боевую мощь, чтобы выжить, а также напоминает, что по оценкам его сестра прибудет в этот мир через 10 месяцев. Любопытно, Габриэль спрашивает, что он намерен делать с такой силой. Он отвечает, что сначала спрячется, воспользуется возможностью быть единственным, у кого есть доступ к апгрейду, и повысит свой уровень настолько, насколько это возможно. Синобу признает, что повышение уровня в одиночку неэффективно, и Габриэль указывает, что, скрываясь от других игроков, он не сможет сформировать группу. Поэтому мальчик решает, что подружится с жителями мира. Серафима ставит под сомнение его идею дружбы, считая жителей жизни слишком слабыми. Но он считает, что есть причина, по которой жители слабы и не знают о существовании высокопоставленных божественных демонов. Он приходит к выводу, что игроки, должно быть, манипулировали информацией в течение последних 100 лет, не позволяя жителям что-либо получить. Габриэль понимает, что дело не в том, что жители слабы, а в том, что их намеренно держали слабыми. Синобу хочет найти компетентных людей, таких как необработанные драгоценные камни, которые нужно отполировать, и сделать их своими учениками. Готовый к своему плану, Синобу готовится отправиться туда, где он найдет людей, одновременно скрывая свою личность. Они попадают на невольничий рынок. Молодой человек говорит, что у него мало вариантов, поскольку он не может публично эксплуатировать людей, так как это подвергнет его риску. На сцене раб выставляется на аукцион, в то время как многие покупатели с интересом поднимают свои плакаты. Он находит место чище, чем он ожидал, и Габриэль объясняет, что рабы считаются товарами, поэтому их условия тщательно оцениваются перед покупкой. Раб подходит к ним без одежды, и Серафима замечает, что их единственная цель – дарить покупателям любовь. Если бы не Боб, она спросила бы мнение Габриэля о том, кем может быть его собеседник, желая другой точки зрения. Исходя из его личных предубеждений, увлечений, предположил бы, что мальчик в возрасте около 10 лет был бы хорошим выбором. Если Нобу смеется, шутит, что ему нравятся милые малыши, а Габриэль защищается, говоря, что это был всего лишь гипотетический ответ. Мальчик, тогда он решает, что выберет сам. Когда они идут по рынку, что-то привлекает внимание Габриэля. Она указывает на место, используемое для хранения материалов, и мальчик просит ее подождать. Беззащитная и раненая девушка лежит на земле, в то время как один из торговцев кричит, требуя знать, как она туда попала. Он называет ее мусором, который нельзя продавать, и приказывает убрать с рынка. Девушка произносит несколько слов на незнакомом языке. Мужчина поднимает кулак, готовясь ударить ее, говоря, что больше не будет беспокоить покупателей. Как молния, Снобу хватает Хама за запястье, шокируя его, требуя знать, что делает мальчик. С улыбкой Синобу отвечает, что он просто потерянный клиент. Настроение торговца меняется, внезапно ему хочется узнать, что это за клиент. Синобу спрашивает, продается ли девушка, а мужчина отказывается, говоря, что он, вероятно, планировал сбежать. Тем не менее, Синобу повторяет вопрос, и мужчина грубо настаивает на том, что девушка ничего не стоит. Проверяя ее статус, Синобу видит, что помимо того, что она первого уровня, ее характеристики чрезвычайно низкие, находятся в ужасном состоянии. Молодой человек хочет знать, как все так закончилось, и торговец говорит, что девушка уже была в таком состоянии, когда ее нашли, и что помимо грубости она умрет от болезни. Синобу садится на корточки рядом с девушкой, которая в испуге отступает и рычит на него как зверь. Он понимает, что находится на грани смерти, но, глядя ему в глаза, видит сильную волю, не желающую сдаваться, как и он. Подумай о том, на кого они похожи, и о том, как ты отказываешься сдаваться даже после того, как несколько раз испытал чувство, что тебя устраняют. Шунаву помнит, как потеряла своих родителей, и что Мегуми была того же возраста, что и эта девушка. Он покровительственно обнимает ее, а затем спрашивает, сколько будет стоить ее покупка.
потому что это отразилось в глубине ее глаз. В не столь отдаленном прошлом она начинает вспоминать, какой была ее жизнь до того, как она оказалась в канаве. Девочка с заостренными ушами представляется как 15-летней Алисе Сил. Родившийся в племени кошачьих ушей в великом лесу Катак, происходил из семьи стражей, которые правили землей и были боевыми магами в глубине региона. Он родился в то время, когда его родители считались выдающимися волшебниками, и из-за этого на его способности возлагались большие надежды. Из-за этого в 14 лет он покинул свою деревню, чтобы изучать магию в Имперской академии. В Империи Лулёк зверолюди подвергаются дискриминации, а туземцы часто подвергаются критике за ее спиной, из-за чего она предпочитает сельскую местность городу. Но по крайней мере она жила обычной школьной жизнью в окружении друзей. Все изменилось, когда наступил обряд посвящения в маги, ритуал, при котором человек заключает договор с духами. В то время ему было 15 лет, и он чувствовал, что его разум еще не созрел. 4 великих духовных бога были призваны, чтобы он мог заключить контракт 4-го типа, который позволил бы ему использовать магию. Однако все 4 отказались наделить ее силой, и из-за этого она была объявлена некомпетентной, став посмешищем школы. Несмотря на постоянные насмешки и то, что ее иногда называли дикой, Алиса упорствовала. Пока однажды такая же шутка не была сделана девушкой, и Алиса впервые ударила кого-то в припадке ярости. Алиса была в ярости из-за того, что люди смеялись над тем, откуда она родом, особенно когда все заплатили за школу и устроили свои прощальные вечеринки. В результате издевательства стали еще хуже, и она впала в еще более глубокое отчаяние. Перед каникулами Алису вызвали в кабинет директора, где она получила специальную лицензию вместе с предложением вернуться домой и покинуть академию. Даже после того, как она решила вернуться, она беспокоилась о том, что ее родители подумают о ее неспособности стать магом. Вытирая слезы, Али убедила себя, что ее будут рады видеть дома, и решила, что извинится перед ними за то, что разочаровала их. По крайней мере, она все еще могла быть хранительницей леса, но когда она приехала, все было в огне, а воздух пах кровью. В ужасе наблюдала, как все это место было уничтожено пожаром, а люди были поглощены пламенем. Крича о своих родителях, Алиса подбежала к ним, но упала на землю среди обломков. Перед ее глазами мелькнуло видение их счастливого прощания. Позади нее появился мужчина в шляпе, направив на нее руку. Появилась энергетическая сфера из темной материи, Пандора, заклинание 5-го уровня. Алиса была поражена магией, рухнула на землю, когда ее тело горело, она задыхалась и страдала от боли. Мужчина объяснил, что наложил на нее магическую печать, наложив на нее различные негативные статусные эффекты, понизив ее уровень и принеся болезни и хаос в ее тело. Улыбаясь, мужчина спросил: «У тебя болит сердце?» Еще больше испугавшись, она спросила, был ли он тем, кто убил ее родителей и всех в деревне. И со злобной улыбкой подтвердил это. Он хотел, чтобы она сказала, что ненавидит его, и продолжал говорить, что он мог бы легко уничтожить весь город просто потому, что он был таким сильным. Мужчина схватил Алису за руку и назвал ее слабой, сказав, что даже если она сейчас ничего не понимает, он просто хотел, чтобы она ненавидела его, чтобы она могла использовать это как силу. В конце концов, заявил, что продаст ее на невольничий рынок, и поскольку он посеял семена ненависти, она станет труженицей любви. В очередной раз сказал ему, что она будет ненавидеть его так сильно, что станет сильной, сбежит и в конце концов вернется, чтобы сразиться с ним, если выживет. Слабая и лежащая на земле, Алиса поклялась никогда не прощать его за все, что он сделал, и по крайней мере попросила назвать его имя. Он ответил, что это зависит от того, выживет он или умрет, добавив, что он всегда оставляет прощальный подарок тем, кто отправляется в преисподнюю, и что он давно выбросил свое имя из головы имя. Но люди называли его убийцей, что ему нравилось, потому что это было имя того, кто однажды уничтожит всех переселенцев. Алиса угрожает уничтожить его, что делает его счастливым, и говорит, что надеется сразиться с ней, когда она станет высокоуровневым воином. Рассерженная кричит, что отомстит и покончит с собой. Вернувшись в настоящее, Алиса, грязная и израненная на невольничьем рынке, открывает глаза, чтобы увидеть Синобу и торговца. Синобу спрашивает Габриэля, сколько времени потребуется для исцеления, и Серафим отвечает, что это займет 3 секунды. Глаза Алисы закрываются. Габриэль использует свою целительную силу, благословляя
благословение Серафима. Алиса просыпается и смотрит на свое исцеленное тело. Затем она смотрит, как Габриэль видит ангела и спрашивает, умер ли он. Чернобыль отвечает, что она все еще жива и что он отвезет ее в безопасное место, но что она может уйти, если захочет. Он говорит, что в настоящее время ищет ученика и, протягивая ей руку, говорит, что если она хочет стать сильнее, она может уйти с ним. Девушка немного напугана, но воспоминание о смехе девушки дает ему смелость взять ее за руку и встать. Синобу говорит, что будет ждать снаружи и рассчитывает, что Габриэль присмотрит за девушкой и оставит их двоих в покое. Алиса думает о том, что сказал убийца, о том, какой рабыней она будет, когда ее купят. Она отрицательно реагирует, когда Габриэль пытается снять с нее одежду, поэтому Серафим пытается успокоить ее, говоря, что у нее есть одежда. Две девочки принимают ванну, а Серафим помогает Алисе смыть грязь с ее тела. Девочка замечает, что яд окаменения исчез с ее тела вместе со всеми ее ранами, даже со шрамами детства. Затем Алиса благодарит его за исцеление, и Габриэль говорит ей поблагодарить Синобу, поскольку именно он спросил, сколько времени это займет в исцелении ее. Тем не менее, девушка благодарит его за то, что он сделал, а Серафим сказал, что он просто выполнял приказы молодого мага. Чистые и одетые в новую одежду, они вдвоем встречают Синобу. Он велит им следовать за ним, и Алиса еще раз вспоминает, что сказал ей убийца. Однако выражение его лица меняется, когда он становится взволнованным и голодным при виде пиршества на столе, и если Бат не заботится о ней. Девушка спрашивает, рабыня ли она и будет ли ей разрешено сидеть со своим хозяином. Алиса также спрашивает о гребне рабыни на ее теле, который еще предстоит удалить, и он отвечает, что они разрушат заклинание. Серафим извиняется за то, что упустил это из виду, и использует магию, чтобы удалить отметину. Счастливая девушка объясняет, что это магия, утерянная 100 лет назад, а мальчик говорит, что ее можно удалить только клятвой или договором крови. Синобу радуется, говоря, что она больше не рабыня и может есть все, что захочет. Она говорит, что у мальчика магический талант, и она не понимает, почему ее купили, так как она ни на что не способна. На что он отвечает, что ему нужны сильные союзники и ученики, и что он купил ее не с намерением сделать из нее рабыню. С этим грустным взглядом она извиняется и говорит, что взяла его за руку, чтобы спасти, но что у нее нет квалификации и что трудно стать сильной, потому что она некомпетентна. После банкета Симабуэ вечером отвозит их двоих куда-нибудь подальше от города. Обеспокоенная Алиса спрашивает, в поездке ли они, и он говорит, что они возвращаются на базу, чтобы никто не увидел волшебства. Посох волшебника светится, и он запускает полет 3-го уровня, заставляя девушку летать. Он говорит ей закрыть глаза, и она боится, а затем запускает отключение гравитации 4-го уровня. Все трое плывут, и увидев весь город, Алиса удивляется, что находится над облаками. Волшебник спрашивает, боится ли она, а она отрицает это, говоря, что пейзаж прекрасен. Алиса спрашивает, бог ли он, так как за ним следует кукла с луком. Это заставляет его смеяться, и он говорит, что он всего лишь человек, но Габриэль называет его богом. Девушка говорит, что обычный человек не смог бы так легко использовать магию 4-го уровня, и что она не понимает, почему он хочет, чтобы она была его ученицей. Синобу спрашивает, знает ли она, что мир круглый, и она говорит, что думала, что он плоский, как карта. Он просит ее посмотреть на изгиб и край мира. Указывая вверх, он показывает ей другие вещи, такие как темное пространство над облаками, и объясняет о пейзажах, которые невозможно увидеть. Шунобу говорит, что девушка называет себя некомпетентной, но она еще многого не знает, поэтому она не может быть в этом уверена. Со слезами на глазах она слушает сладкие слова мальчика. Молодой человек говорит, что каждый раз удивляется, и из-за этого он не сможет выжить, поэтому он должен быть удивлен в последний раз. Она спрашивает, что может быть удивительнее, чем мир, который она ему показывает. Синобу говорит, что в игре было проще перемещаться туда и обратно с помощью команды, затем активировать пространственную орбиту 5-го уровня. Заклинается мощный меч, и девушка пытается притвориться, что она ее не удивляет. Молодой человек говорит, что не хочет показывать только меч, поэтому он поднимает его к небу, открывая пространственную щель в небе. Алиса шокирована, желая знать, что это такое, и тогда она видит небесный дворец и Санак, скромный дом Синобу. С большими глазами девушка вспыхивает от волнения и удивления. Это место также служит домом для призванных зверей Синобу. Все трое идут по дворцу, а Алиса следует за ними, с трепетом разглядывая каждую деталь дома.
Габриэль спрашивает, что будет делать молодой человек, и не хотел бы он встретиться с генералами, призванными зверями 6 уровня. Но Син Абу отказывается, говоря, что сделает это позже, потому что сначала он будет тренировать Алису. Девушка кажется удивлена, когда он говорит, что устроит для нее специальную тренировку, поскольку она все еще находится на 1 уровне. Она спрашивает, собирается ли он ее тренировать и что он хочет, чтобы она делала. Синобу говорит, что хочет, чтобы она сначала заключила договор, а Алиса не понимает. Молодой человек спрашивает о 4 великих духах, с которыми он не смог заключить договор, и она подтверждает, говоря, что это потому, что она некомпетентна. Но если Нобу отрицает это и просит его объяснить концепции уровней. Во-первых, она объясняет, что рейтинг души повышается за счет кражи силы у побежденного противника, а уровень – это числовое представление рейтинга души. Поскольку он не смог заключить контракт, у него нет возможности повысить свой статус. По мере повышения уровня другие навыки развиваются при духовной поддержке. Но даже если уровень повышается, рост статуса минимален. Синобу соглашается, но говорит, что как призыватель она должна понимать, что он использует богов 5 уровня и выше. Она говорит, что призовет некоторых существ, и что это было хорошее решение, что она не заключила контракт, потому что она находит 4 великих духов отвратительными. Девушка шокирована, слушая, и Синобу говорит ей забыть здравый смысл, которому она научилась в академии. С платформы призыва появляется изображение небесных зверей. Девочка наблюдает за божественными существами 5 уровня, которые спрашивают, не хочет ли она заключить с ними контракт. Один из них объясняет, что его благословение сильное, и если его сосуд слаб, он сломается при его получении. Тогда зверь спрашивает, хочет ли он все еще заключить договор. Алиса думает о том, как она даже не смогла заключить договор с 4 великими духами, и что заключение договора с этими существами может привести к их уничтожению. Но она полна решимости, и у нее нет другого выбора, кроме как двигаться дальше. Она уверенно говорит, что хочет заключить договор. Звери – это бог пламени, дракон Бахамут, император грома Индра, морской император Левиафан и богиня матери земли Гая. Один из зверей говорит, что если у нее хватит таланта получить его благословение, они заключат с ней договор. Али готовится принять божественную силу и чувствует внутри себя что-то огромное и мощное, как будто ее тело вот-вот разорвется. Габриэль спрашивает Синобу, все ли с девушкой в порядке. Он хочет знать, не волнуется ли она. Она говорит, что обеспокоена тем, что делает, и она спрашивает, каковы были ее причины рекомендовать продвинутых существ для контракта. Сина Вуд говорит, что она не смогла заключить договор, который могли заключить другие, потому что она некомпетентна. Он говорит о том, как переселенцы ослабили жителей, и что они могли заключать контракты только с 4 великими духами. Но во всем есть исключение, и что талантливый человек, которому удалось избежать схемы, окажется некомпетентным. И из-за этого невозможно заключить договор о божественной защите с превосходящим противником, будь то человек или дух. Алиса находится где-то на дне моря лежа, в то время как некоторые вещи удерживают ее на месте. Она думает, что ее уничтожили, и образ ее семьи всплывает в ее воспоминаниях. Девочка начинает двигаться, говоря, что она не может умереть, потому что ей нужно уничтожить человека, который разрушил ее деревню. Она освобождается от того, что ее удерживает, и просит богов дать ей свою силу. Тем временем Синобу говорит, что у нее талант, сравнимый с талантом бога. Алиса вернулась на платформу призыва. Синобу объявляет, что завет завершен. Девочка встает и бежит обнимать волшебника, плача, говоря, что ей это удалось. Взъерошив ей волосы, мальчик говорит, что этого и следовало ожидать от его ученицы. На экране появляется статус Алисы, показывающий рейтинг Центра зверей для получения бонусного пакета 5 уровня. На полу она говорит, что чувствует облегчение и хочет принять ванну и расслабиться. Но Синобу говорит, что тренировка только началась, что повергло ее в шок. Он говорит, что сейчас они начнут повышать свой уровень. Алиса хочет знать, нужно ли это, и в ответ он говорит ей, что ей пора повышать свой уровень. Несмотря на то, что он это понимает, говорит, что он потеет из-за пакта, но Шунобу не возражает, говоря, что в этом нет ничего особенного. И показывая свой волшебный посох, он заставляет его на время забыть о своих чувствах. Шунобу знает, что она устала, но просит ее сосредоточиться, чтобы она не совершила ошибку и в конечном итоге не причинила себе вреда. Волшебник спрашивает, использовала ли она когда-нибудь магию, а Алиса говорит, что только домашняя магия высшего уровня, поэтому он будет контролировать магию за нее. Посох светится, и он объясняет, что он вложит силу в нее и в предмет, прося ее не двигаться, чтобы она могла высвободить магию.
Если бы не Бул, он попросил бы ее посмотреть вверх, так как это будет его целью. Глаза девушки открываются при виде высокоуровневого монстра бедствия. Он объясняет, что она будет использовать магию, чтобы победить дракона, и она шокирована, поскольку только волшебники и рыцари могут это сделать. Алиса удивлена, что он собирается сделать это один, и Синобу говорит ей поверить в это. Объявляя, что он будет направлять магию с полной уверенностью, призывает магию огня 5-го уровня. Огненный Кагучи выстреливается в существо, взрывается в небе и разрывается на части. Алиса крайне удивлена, обнаружив, что все это невероятно. Синобу показывает экран состояния, но она не понимает, что он хочет, чтобы я увидел, и говорит, что просто держала посох. Тогда мальчик понимает, что она не видит экран, поэтому просит его проверить ее собственное состояние. Она помнит табличку со статусом, которую она сделала, когда поступила в академию. Взяв табличку, очень удивлен, увидев, что его уровень достиг 5-го, не в состоянии понять другие цифры. Синобу спрашивает в 2 или 3 раза выше ли его ценность способностей, чем у жителей, и говорит, что так будет каждый раз, когда он повысит свой уровень. Она хочет знать, как он поднялся на такой высокий уровень, поскольку именно он победил дракона, и он говорит, что это благодаря ожерелью дружбы. Команда распределяет очки опыта поровну между командой, но есть ограничения на повышение уровня. Таким образом, очки, заработанные высокоуровневым игроком, передаются игрокам низкого уровня, даже если они не сражаются, уравновешивая силу. Шонобу думает о том, как бы он использовал это каждый раз, когда приглашал друзей поиграть в жизнь, и ситуация та же. Молодой человек воображает, что это будет несложно, если он предоставит предметы, руководство и надзор, тем самым создавая учеников, которые станут силой. Алиса говорит, что она мало что знает об объекте, но понимает, что он все сделал для нее, поэтому благодарит его. Появляется девушка с длинными темными волосами и говорит, что думала, что кошка-вор последовала за Синобу, пока она спала. Она желает парню доброго утра, и Алиса наблюдает, думая о том, какая она красивая. Девушка говорит Алисе, что наблюдала за ними и увидела, когда Синобу обнял ее, поэтому она очень ревновала. Запаниковав, Алиса пытается объяснить, что это было из-за повышения уровня, но девушка игнорирует ее и спрашивает Синобу, не обнимет ли он и ее. В конце концов, она говорит, что это была шутка, потому что, к сожалению, есть предел тому, что она может сделать. Синобу понимает, что возрастные ограничения применимы и к ней. Между тем, у Алисы кружится голова, когда она пытается понять, что это за двое, и даже задается вопросом, может ли девушка быть его женой. Но девушка Сукиоми – призванное существо 6-го уровня, как и Габриэль. Синобу говорит, что она прибыла в нужное время, и призванная говорит, что сделает все, о чем он ее попросит. Мальчик объясняет, что подарит Алисе амулет, и спрашивает, понимает ли она, и Сукуйоми хочет знать, хочет ли он, чтобы она наблюдала за девушкой из тени. Она спрашивает, важна ли для него Алиса, на что молодой человек отвечает, что девушка его ученица. Они смотрят друг на друга, а затем Сукуйоми говорит, что ему все равно, что защищать девушку. Держа Синобу за подбородок, приближая их лица друг к другу, она спрашивает, просьба это или приказ. Немного нервничая, говорит он, это просьба, но все будет в порядке, если она не захочет этого делать. Женщина говорит, что он странный, потому что, несмотря на то, что во дворце так много женщин, он не позволяет себе прикасаться к ним или прикасаться к ним, хотя он мог бы что-то делать. Если Нобу говорит, что его не волнует привязанность или верность, значит, он ничего не хочет делать. Алиса смущена, наблюдая за вами обоими. Цукигоми говорит, что она не ненавидит таких людей и что она примет просьбы, чтобы девушка могла поместить их в амулет своей Нотайша. Мальчик заканчивает тренировку, и Алиса чувствует себя очень уставшей. Если бы не Вуд, он сказал, что заключил договор и повысил свой уровень, проделав отличную работу, а Алиса спрашивает о тренировке на следующий день. Волшебник спрашивает женщину перед ним, может ли она ответить, и она соглашается. Тогда он объясняет, что у них будет имитация битвы с Габриэлем, в результате чего Алиса будет в шоке. Если бы не Бу, он сказал, что это лучший способ тренировать тело, поскольку именно так люди учатся новым навыкам. Он спрашивает, сможет ли она это сделать, и с уверенностью она говорит, что это будет сложно, но она хочет стать сильнее. Алиса говорит, что Габриэль очень силен, и в этот момент он замечает, что Серафим использует копье. Тот, кто отвечает, что неверных нужно победить, используя физические методы, повергая их обоих в шок. Но теперь беззаботный, он говорит, что так все и будет. У Синобу под контролем много зверей в замке, и они мастера делать девушку сильнее. Поэтому он просит Алису сделать все возможное, и девушка с радостью соглашается, называя его мастером. Фигура в черных доспехах дежурит во дворце.
Алиса проходит мимо него, желая ему доброго утра, пока он совершает утреннюю пробежку. Это существо страж, страж в полной броне. Синобу и Алиса на кухне, и он очень счастлив, что ест карри. Девушка говорит, что это блюдо похоже на одно из их племени, и она рада, что молодому человеку понравилось. Мальчик говорит, что она должно быть устала бегать по Маане, но Алиса отрицает это. Призванные звери сидят за столом, и Алиса спрашивает, не едят ли они. Габриэль объясняет, что они получают магическую силу от Синобу, поэтому в еде нет необходимости. Волшебник спрашивает, могут ли они все равно есть, и она говорит, что они могут чувствовать голод, но это не проблема, так как в этом нет необходимости. Лось спрашивает о фехтовальщике у двери, а Синобу говорит, что Кураину хранитель и обладает магическим зрением ясновидения. Наблюдая, девушка говорит, что он божественное гуманоидное существо, так что он тоже может быть голоден. Молодой человек говорит, что он из тех, кто никогда не выйдет за дверь. Глубоко задумавшись, Алиса решает, что отнесет еду хранителю. Синобу говорит, что ей следует спросить других служанок, но девушка говорит, что как человек низкого уровня она обычно занимается обслуживанием. Но он в порядке с этим, если это то, что она хочет делать. С корзиной еды в руке Алиса вежливо спрашивает, голоден ли здоровяк. Из его глаз валит дым, он говорит, что в этом нет необходимости. Напуганная, она объясняет, что знает, что они чувствуют голод, поэтому принесла еду. Но он отказывается и говорит ей не разговаривать с ним, иначе он ее уберет. Она извиняется и говорит, что вела себя неуместно, разговаривая с ним, заставляя его чувствовать себя неловко. Алиса поворачивается, чтобы уйти, но джентльмен просит ее подождать. Он говорит, что нехорошо разговаривать с женщинами, что очень смущает девушку. Зверь говорит, что, будучи стражем, он не может перестать есть, поэтому она не должна с ним разговаривать. Он объясняет, что ему с ней неудобно, но он просто не привык к разговорам. Хранитель спрашивает, будет ли она смеяться над ним, и она говорит, что хотя он кажется очень громким, на самом деле это удивительно. Тогда он говорит, что давным-давно у него был опыт, когда его предали из-за того, что он чувствует себя комфортно в одиночестве. С уважением девушка извиняется за то, что побеспокоила его. Она собиралась уходить, но он просит ее снова подождать и спрашивает, не выбросит ли она корзину в мусорное ведро, тоже желая знать, что он принес. Показывая корзину, она говорит, что принесла бутерброды с карри и многое другое, и смотритель удивляет ее, говоря, что она это примет. Рыцарь снимает шлем. Зверь говорит, что он дежурит, но это особый случай. Вы двое сидите на полу и едите то, что принесла Алиса. Заметив, что она наблюдает за ним, смотритель спрашивает, чего она хочет, и она отвечает, что удивлена, что он снял шлем. Девушка задает несколько вопросов о том, что она думает о еде и сладостях, которые она принесла. Джентльмен пробует немного карри и чувствует, насколько оно острое, и девушка задается вопросом, может ли так Нобу не понравится острая еда. Алиса уверяет его, что в следующий раз он не будет готовить острые карри. В качестве просьбы девушка просит разрешить ей здороваться с ним каждый раз, когда он входит в дверь, так как все они будут друзьями. Но он говорит, что они не друзья, поскольку он рассматривает только тех, кто сражался рядом с ним на поле битвы. И по этой причине он просит его усердно тренироваться, чтобы однажды он мог сражаться на его стороне. Зверь говорит, что он может продолжать с ним разговаривать, и что он предпочитает сладкую еду и будет есть, когда его принесут. Вернись на свой пост и снова надень шлем. Алиса находит стража странным из-за его манеры говорить. Тем временем из дворца Синобу наблюдает за возвращением девушки. Габриэль спрашивает, не хотел бы он что-нибудь сказать Алисе, но он отрицает это, говоря, что она привыкает к замку. Она говорит, что обучение девочек, казалось, шло хорошо, но он говорит, что все наоборот и что есть проблема. Объясняя, говорит, что для того, чтобы стать сильнее, ему нужно овладеть более мощной магией, но жители не учатся, просто повышая свой уровень. И Габриэль говорит, что для того, чтобы учиться, нужно иметь достаточный статус, чтобы соответствовать магии. Молодой человек рассказывает о свитке, специальном предмете с написанной магической формулой, объясняя, что девушка имеет дело только с магией первого уровня. Никто из них не знает об этом предмете, поэтому Алисе нужно вернуться в школу магии. Девочка надевает школьную форму и выходит из своей комнаты, чтобы встретиться с Синобу и Габриэлем. Стоя перед ними, извиняется за то, что заставил их ждать. Девушка полна решимости вернуться, чтобы изучить технику и найти свитки. Обеспокоенный, Синобу спрашивает, можно ли ей вернуться в школу. Девочка помнит, что с ней случилось плохого. Молодой человек говорит, что если это будет слишком больно, ей не нужно возвращаться,
и что он подумает о других способах, которыми она сможет научиться магии. Но она полна решимости и возвращается в это место, чтобы стать сильнее. В академии Алиса ходит среди девушек, немного нервничая из-за своих плохих воспоминаний. Одна из девушек узнает ее. Девушка кажется удивлена и подтверждает, что Алиса жива. Беатрис объясняет, что она слышала слухи о том, что Алиса пережила какой-то инцидент во время летних каникул. Похоже, искренне беспокоясь о девушке, Беатрис проливает несколько слез. Но затем внезапно шокирует всех, говоря, что у некомпетентного подонка нет ни способностей, ни удачи. Беатрис говорит, что слышала, что родной город девушки был полностью разрушен. Еще один слух, который она утверждает, что слышала, заключается в том, что выжившая, похожая на Алису, была продана в рабство на рынке. Алисе больно от этих слов и от того, что другие могли бы сказать о ней. Девушка обвиняет Алису в том, что она потеряла невинность из-за грязного хозяина и из-за этого сбежала в академию. Смущая девушку, Беатрис начинает смеяться, находя всю историю забавной. Но Алиса отворачивается, чтобы игнорировать ее. Беатрис спрашивает, намерена ли она подать заявление о восстановлении в должности и считает ли она, что это хорошая идея. И добавляет, что Алиса больше не бездомная, поэтому если она хочет жить в общежитии, ей будет гарантирована еда и одежда. Беатрис хватает свой посох и с помощью магии первого уровня вызывает огненный шар и запускает его. Девочка насмехается над Алисой, говоря, что будет тест на повышение квалификации и что если она его не сдаст, она не сможет пройти курс в следующем году. И как следствие ее исключат. Алиса на полу, а Беатрис смеется. Внезапно Алиса подтверждает ему, что ее действительно продали, и что многие пытались лишить ее невинности. Беатрис хочет, чтобы девушка подробно описала, как все произошло, и даже спрашивает, правдивы ли слухи о том, что это произошло в День свиней. Алиса удивляет ее, говоря, что она все еще невиновна, потому что все, кто пытался, были поцарапаны и избиты, и никто больше не хотел ее покупать. Пытаясь еще больше унизить ее, Беатрис говорит, что помимо того, что она некомпетентна, Алиса даже не подходит для того, чтобы быть рабыней ради любви. Алиса говорит, что ее благодетель не только похвалил ее, но и полюбил ее характер, и чтобы успокоить Беатрис, она громко ругается. Лицо Беатрис выражало полное удивление при этих словах. Пытаясь вернуть себе лидерство в споре, Беатрис снова называет Алису некомпетентной и упоминает, что она не заключала договор. Алиса наконец показывает свою трость, в результате чего Беатрис впервые по-настоящему удивлена. Точно так же, как Беатрис сделала с магией первого уровня, Алиса вызывает огненный шар и бросает его в нее, вызывая взрыв, который сбивает Беатрис с ног на землю. Более уверенная в себе, Алиса называет ее отвратительной маленькой девочкой и говорит ей заткнуться. Девочки находятся в тренировочном лагере, и Алиса полна решимости продемонстрировать свои новые навыки. Один из инструкторов объясняет тест, который требует, чтобы они заняли позицию и выстрелили магией в деревянный манекен на расстоянии 10 метров. Беатрис уверена, что Алиса не пройдет тест, поскольку ей не удалось заключить договор с 4 великими духами. Она также считает, что огненный шар, выпущенный Алисой ранее, должно быть был какой-то уловкой. Она думает, что намерение Алисы состоит в том, чтобы похвастаться перед профессором, и что она определенно смутится, заставив всех смеяться. Беатрис начинает свой тест, стреляя 2 огненными шарами и уничтожая деревянный манекен. Девочки, которые наблюдают за испытанием, шокированы и находят это невероятным, чтобы стрелять 2 огненными шарами. Она хвастается, что может выстрелить даже 7 огненными шарами, и насмехается над Алисой, утверждая, что использовала уловки, чтобы обмануть. Все шокированы этим. Алиса звонит ей и говорит, что Беатрис забрала всех ее друзей и изолировала ее в школе. Беатрис признается, сказав, что всего одного слова было достаточно, чтобы все дистанцировались. Беатрис спрашивает, не всплыло ли прошлое из мести, но Алиса отвечает, что ей все равно. Вспоминая свой прошлый разговор со стражем, Алиса говорит, что настоящие товарищи – это те, кто остается вместе в битве. Другие девушки называют ее сумасшедшей и даже говорят, что она сошла с ума после того, как стала рабыней, и Алиса отвечает, что они с Беатрис сражаются на разных полях сражений. Своей тростью вызови огненный шар и ударь по деревянному манекену. Алиса вызывает еще больше огненных шаров, поражая оставшихся манекенов, оставляя Беатрис в смущении. Девочка стреляет мощным огненным шаром, в 8 раз сильнее, производя впечатление на других девочек. Алиса спросила Беатрис, может ли она рассказать сказку, сбивая ее с толку. Она объясняет, что в этой истории есть люди, которые могут использовать магию 5-го уровня несколько раз, и она может делать это с помощью магии 1-го уровня, что не делает ничего особенного. Беатрис хочет знать, о чем она говорит, но Алиса отвечает, говоря, что она не поймет.
Алиса помнит, что Синобу сказал ей о поиске другого способа учиться и что она талантлива. Испытанием стал зверь, с которым она заключила договор. Когда Беатрис в шоке лежит на полу, Алиса заявляет, что она больше не некомпетентна. Алиса проходит мимо нее, чтобы предъявить свою лицензию на восстановление на работе. В особняке 4 молодых людей встречаются с мужчиной постарше. Мужчина выбирает одного из мальчиков и приказывает ему зайти к нему в комнату позже. Старик смеется, воображая, что его вечер будет интересным. Беатрис в слезах входит в комнату и зовет своего отца. Девочка падает к ее ногам, жалуясь на Алису. Она объясняет, что произошло, и она в ярости, что простые люди восстали против семьи Джейсон. Этот человек говорит, что необходимо истребление. Отец и дочь начинают планировать операцию по уничтожению. Появляется человек с заостренными ушами в окружении летучих мышей. Они оба поражены его присутствием, и Беатрис спрашивает, кто он. Этот человек представляется как Влад, истинный предок вампиров, который был дарован переселенцам 100 лет назад. Отец Беатрис спрашивает, что он там делает и почему он проснулся в тот момент. Влад объясняет, что из-за договора, заключенного с семьей, он прячется в ее тени и чувствовал мощное присутствие. Вампир говорит, что чувствовал себя сильным рядом с Беатрис, а девушка спрашивает, может ли она быть Алисой. Один из мальчиков идет по коридору и подслушивает разговор троих. Мужчина говорит Владу, что ему не нужно выполнять такое скучное задание, но вампир настаивает. Мальчик наблюдает через слегка приоткрытую дверь. Влад говорит, что он был там много раз, выполняя утомительную работу, и ему кажется, что его используют только для уборки мусора. Вампир быстро двигается и нападает на мальчика, полностью покрываясь красной жидкостью, капающей с его безжизненной жертвы. Он говорит Беатрис использовать свой интеллект, чтобы эта битва произошла, и боится, что девушка просто согласится. В другом месте убийца богов наблюдает за всем сверху. Он говорит, что древний вампир-мошенник, и задается вопросом, сработает ли что-то подобное против них. Затем он говорит, что чувствует новое присутствие рядом с Алисой. Гигантский монстр стоит рядом с мальчиком. Зверь говорит, что то, чего они так долго ждали, наконец-то пришло. Сверху вы видите огромного дракона. Мальчик говорит, что попытка убийцы богов распространить свое семя привела к чему-то еще большему. Вместе трое намерены победить переселителя, чтобы стать еще сильнее. Дракон приближается, и его быстро уничтожают. Убийца богов находится на 98 уровне, мальчик на 92 уровне и четырехрукий зверь на 92 уровне, 5 известных как Три мудреца. И поэтому убийца богов планирует восстановить мир. Вернувшись в замок, Алиса и Габриэль тренируются. Девочка стреляет 6 огненными шарами в Архангела, который легко отклоняет их своим копьем. Габриэль опускает Алису на землю и направляет на нее острый конец своего копья. Синобу говорит, что Габриэль ведет себя по-спартански, она даже думает, что Алисе полезно тренировать свое тело, пока она может использовать только магию 1 уровня. Он спросил, в порядке ли девушка, и она отвечает «да», хотя это сложно, но она хочет продолжать становиться сильнее. Молодой человек спрашивает о свитке, и Алиса объясняет, что они получают его на 2 уровне. Но прошло много времени с тех пор, как кто-то его получил. Потом она спросила о 3 уровне, но она говорит, что у нее нет никакой информации, просто для этого требуется другой человек, и его трудно выучить. Потому что ему нужен переселенец. Поэтому чем слабее житель, тем больше переселенцев требуется для его изучения. Девочка вспоминает свою встречу с убийцей богов и то, как он велел ей стать сильнее. Синобу беспокоится, что разговор заставил его вспомнить что-то болезненное, но девушка говорит, что все в порядке и что, несмотря на желание, он не может забыть. У молодого человека есть подозрения относительно личности убийцы богов. Алиса говорит, что собирается переодеться и попрощаться с обоими. Девочка вернулась в академию, стреляя огненными шарами по деревянным манекенам, шокируя окружающих. Ученики говорят об Алисе, упоминая, насколько хороши ее оценки, даже о том, какая она милая, в то время как одна девушка упрекает их, называя зверем. Одна из девушек говорит, что была счастлива, что Алиса победила Беатрис. Беатрис, стоя позади них, слушает и еще больше злится на Алису. Алиса идет по внешней части академии, думая о том, как она не нашла никакой информации о свитке.
На ее пути появляется Беатрис. Раздраженный спрашивает Алису, каково это быть лучшей ученицей в школе сейчас, но девушка говорит, что не думает, что это здорово, и она даже не заинтересована в этом. Беатрис поднимает свой посох, и Алиса спрашивает, не хочет ли она снова сразиться, используя магию первого уровня, но она отрицает это. Она использует магию третьего уровня, в результате чего под ними появляется магический круг. Беатрис спрашивает, удивлена ли Алиса, показывая, что это магия переноса. Она объясняет, что это ловушка, в которую семья Хейзенов вложила все свои усилия и что останется только разрушение. Алиса закрывает глаза из-за яркого света, а когда открывает их, она оказывается в другом месте. Улыбаясь, Беатрис спрашивает, дрожит ли девочка от страха, говоря, что она делает все возможное, чтобы охотиться на маленьких девочек. Алиса смотрит в направлении, указанном Беатрис, и видит Влада и несколько безжизненных тел. Беатрис празднует, говоря вампиру, что он принес ей добычу. Она спрашивает, что случилось с телами, и он объясняет, что это были высокопоставленные авантюристы, которые, как он видит, охотились на него, а также, вероятно, политические враги. Уверенная в себе, Беатрис говорит, что он настоящий верховный и непобедимый вампир, и что это будет конец Алисы. Но вместо страха девушка спрашивает, почему такое существо должно получать приказы от людей, и приходит к выводу, что это должно быть из-за договора. Вампир говорит, что его интересует не Алиса, а люди, которые стоят за ней. Девушка винит себя в том, что попала в ловушку. Безжизненные тела на земле встают и пытаются напасть на девушку. Существа держат Алису. Влад говорит, что это его зомби, которые претерпели трансформацию после того, как все их жидкости были слиты, и то же самое произойдет с ней. Беатрис говорит, что этого недостаточно, и она хочет, чтобы Алиса была жива, чтобы отвезти ее в особняк и отдать ее любимому орку, у которого течка. Влад называет ее жестокой и говорит, что ему все равно, что происходит с людьми. Беатрис еще больше смеется над жестокостью и начинает называть Алису некомпетентной, которого все еще удерживают зомби. Алиса просит Синобу о помощи. Из ее ошейника появляется зверь-хранитель и отрывает Владу руку. Его встреча с которой говорит, что позвать ее было хорошим решением, а не устранением из чистого упрямства. Влад спрашивает зверя, кто она. Его Массачусетский технологический институт представлен как одна из 3 великих богинь страны восходящего солнца, правительница вечной тьмы и богиня Луна. В заключение он заявляет, что это имя того, кто положит конец вампирам. Беатрис спрашивает, кто эта женщина, и называет ее идиоткой за то, что она осмелилась пойти против древнего вампира. Без лишних слов Сукуями говорит, что Беатрис слишком много говорит, и дает ей пощечину, выбив зуб. Беатрис в ужасе зажимает нос, из которого течет красная жидкость. Чтобы еще больше унизить ее, женщина называет Беатрис глупой шумной свиноматкой, поскольку она верила, что существует настоящий древний вампир. Она шокирует всех, говоря, что такой сущности не существует. Влад настаивает, что он настоящий исконный вампир. Цукуйоми объясняет, что настоящий исконный вампир был первым человеком, который стал кровавым демоном и обращал других, так что их много. Затем он спрашивает Влада, действительно ли он вампир. Почему те, у кого он истощал жизненные жидкости, тоже не стали вампирами. Влад удивлен, но на самом деле думает, что она права в том, что говорит. Но Беатрис не соглашается и спрашивает, почему эта женщина позволяет себе доминировать над ней, когда она годами защищала семью. Цукуйоми находит что-то подозрительное и получает доступ к файлам Синобу, которые в определенной степени могут быть использованы ее последователями. Она начинает свои поиски с поиска истинного предка. В файлах описывается искусственный вампир, созданный алхимиком на всю жизнь, чтобы превзойти первоначального вампира. Первый испытуемый потерпел неудачу. Неспособный признать свою неудачу, алхимик убедил себя, что его творение находится на том же уровне, что и настоящий предок. Неудавшийся проект был назван князем Владом, и ему имплантировали ложную память, заставив его поверить, что он был настоящим предком. Данные также утверждают, что опасность ложного вампира в том, что он превращает людей в зомби, что когда-то было миссией во время игры. Беатрис изо всех сил пытается понять, является ли неудачный продукт Владом, и Супериаман подтверждает это, повергая девушку в шок. Но Влад удовлетворен тем, что его жизнь наконец подходит к концу, поскольку он больше не может служить людям и вести такое скучное существование. Взволнованный спрашивает, не поэтому ли он встретил Цукуйоми, назвав ее богиней смерти.
Цукуйоми не отвечает, но Влад хочет знать, покончит ли она со своей жизнью, взволнованный тем, что наконец-то нашел идеальное место для уничтожения. Женщина находит это отвратительным и говорит ему не называть ее любимой богиней смерти. Все еще жаждущий битвы, говорит, что знает, что не сможет победить ее, но будет счастлив оставить на своей жизни следы в виде шрамов. Ногти Влада становятся длиннее и острее, напоминая ногти большой кошки. Он бросается на нее и, используя магию третьего уровня, применяет силу темных душ. Взрыв поражает Цукуеми, вызывая взрыв. Он удивлен, что она не пострадала, ты должен поцарапать. Женщина говорит, что она высшее существо, поэтому повелитель темных атрибутов третьего уровня никак не может повлиять на нее. Он готовится снова напасть на нее, умоляя освободить его из этой пожизненной тюрьмы на поле боя. Но женщина удивляет его, говоря, что он все неправильно понял, и спрашивает, действительно ли он думает, что они сражаются. Сбитый с толку, Влад останавливает атаку на полпути. Она говорит, что не предприняла ни одной контратаки и что она просто оборонялась. Фальшивый вампир спрашивает, не даст ли она ему того почетного финала, которого он хочет. Его Массачусетский технологический институт говорит, что он даст ему то, что он хочет, но поскольку он решил сразиться с Алисой, она не будет тем, кто это сделает. Используя магию 5-го уровня, бросает ящик с игрушками, в результате чего за ней появляются 8 гробов. Гробы уносят людей в подземный мир и ранее использовались для призыва последователей тьмы. На этот раз его Криоми говорит, что он будет использовать их, чтобы загнать Влада внутрь. Гроб открывается, и из темноты появляются несколько скелетов. Женщина говорит, что отвечает на его просьбу и позаботилась о том, чтобы были вызваны только слабые существа 1-го уровня. Она продолжает, говоря ему, что он будет сильным, но что она не знает, как долго она будет сражаться с этими существами. Существа хватают вампира, удерживая его так же, как он держал Алису. Отчаявшийся Влад начинает кричать, умоляя ее остановиться и говоря, что единственный способ для нее убить его, а не позволить ему гнить в этом месте. Мужчина спрашивает, почему он так с ним обращается, снова называя ее любимой богиней смерти. Поэтому Кагоми говорит ему больше так ее не называть и говорит, что это отвратительно. Влада уносит в ад, он исчезает в другом измерении. Насмешливо женщина говорит, что доброта не является частью ее личности. Тем временем Беатрис лежит на земле, дрожа от страха. Цукигоми оборачивается и звонит Алисе, говоря ей, что они должны пойти домой, но девушка ведет себя странно. Внезапно Алиса превращается в комок плоти и жидкости. Печать падает на землю, показывая, что она была марионеткой. Женщина думает, что изменение могло произойти во время передачи и поражена волшебством, которого нет в Вита. Она подозревает, что это что-то 5-го или 6-го уровня. Алиса находится в неизвестном месте. Ей интересно, где она, и убийца богов вместе с 2 другими понимает, что она проснулась. Алиса узнает голос и готовится к драке. Мальчик говорит ей, что это плохая идея, а убийца богов говорит, что настоящая разница в силе заключается в его цели переселителя. Не понимая, девушка спрашивает, что такое переселитель и какие у него дела с Синобу, на что мужчина отвечает, что у него много целей и обиды. В качестве подарка рассказывает ему, что 100 лет назад люди из-за пределов света явились с непреодолимыми силами и женили хранителей всего мира. Эти существа также отмечали области для победы над монстрами и повышения уровня, и из-за этого жители стали слабыми. Но этот человек говорит, что это происходило не только в особых случаях, таких как он и 2 других. Алиса хочет знать, кто они, и в ответ убийца богов говорит, что когда-то они были известны как 3 мудреца, самая могущественная военная сила. 3 мудреца были неигровыми персонажами, которые выступали в качестве наставников или могущественных соперников для игроков, имея самые высокие уровни до большого обновления. Девочка спрашивает, как они остались живы спустя 100 лет. Наконец, зверь говорит, что сила бессмертия является общей, и что каждый играет свою роль в создании прекрасного мира. Плача говорит, что переселенцы разрушили все, уничтожив его друзей в своей попытке править миром. Алиса спрашивает, не является ли его целью месть. Убийца богов говорит, что это еще не все, и что переселенцы внезапно прибыли, используя непреодолимую силу, чтобы овладеть всем. Услышав все это, Алиса говорит, что их цель может быть благородной, но то, что они делают, хуже, чем то, что делали переселенцы. Рассерженная кричит, что из-за этого он убил своих родителей. Он просто подтверждает это и говорит, что это способ преодолеть разницу в уровнях, зарабатывая очки у тех, кто злится, когда приходит мстить. И из-за этого его уровни за последние 100 лет выросли до 90 уровня.
Девочка думает о своем разрушенном городе и о том, как мир пострадал из-за переселенцев, но она думает, что Синобу другой. Улыбаясь, мальчик говорит, что удивлен, что ему удалось поймать переселенца. Объясняя дальше, говорит, что эти существа не появляются на публике, за исключением особых случаев, таких как дезертир. Алиса не уверена, что такое дезертир. Объясни, что каждое из этих существ принадлежит к фракции, но иногда они могут покинуть гильдию и создать свою собственную фракцию. Тогда спроси, знаешь ли ты, что они будут делать дальше. Армандо все понимает, что они вербуют людей, и что ее использовали в качестве сала, чтобы заманить Синобу. Божий убийца улыбается сам себе и признает, что таков был план. Он просит его предоставить информацию о Синобу, поскольку трио не атакует врагов, не встретившись с ними в первую очередь. Алиса ищет свой амулет, чтобы позвать на помощь, но его там нет. Мужчина показывает, что амулет защитного зверя был прикреплен к приманке, когда произошел обмен телепортацией. Единственное решение, которое она может придумать, это не говорить ничего, что поставило бы ее хозяина в невыгодное положение, даже если она ранена. Уже предвидя это, говорит, что у девушки сильное сердце, и она ничего не раскроет под пытками. Поэтому она говорит, что из-за этого она будет использовать магию, чтобы заглянуть ему прямо в голову. Чтобы защитить своего учителя, Алиса говорит, что мертвые девочки не могут рассказывать истории. Спроси, намерена ли она покончить с собой. Идя к краю обрыва, думает, что с помощью этой идеи она не подвергнет опасности Синобу или кого-либо еще подобным поступкам. Провоцируя ее, мальчик спрашивает, достаточно ли она для этого женщина. Стоя на спине, Алиса бросается со скалы. Убийца богов называет ее глупой девочкой за то, что она думает, что они не могут извлечь информацию из мертвых. Когда она падает, девушка шокирована и даже проливает несколько слез, думая, что все, что она делает, напрасно. Алису ловит Синобу, который плывет. Молодой человек извиняется за опоздание. Наконец она открывает глаза. Синобу снова извиняется за тот неудачный опыт, который у нее был. Молодой человек кладет девушку на землю, следя за тем, чтобы она держала мощный меч. Синобу вызывает троицу, говоря, что цена за то, что он связался со своей ученицей, высока. Охотник удивлен неожиданным прибытием Синобу и говорит, что территория, в которой они находятся, должна была заблокировать магию обнаружения на несколько метров. Но мальчик говорит, что независимо от того, на каком расстоянии находятся его подчиненные, он всегда может узнать координаты своих союзников после того, как они уйдут. Будьте заблокированы. Этот человек называет его аниматором. Габриэль и рыцарь, охраняющий дворец, вызваны и готовы выйти на поле битвы, чтобы спасти Алису. Потрясенный, девушка спрашивает рыцаря, друзья ли они, но даже не получив ответа, она улыбается. Убийца богов наблюдает за своими противниками, неожиданно обнаруживая, что так скоро столкнется с переселенцем, особенно с союзниками. В конце концов, Синобу обнаруживает, что личность убийцы богов – это НПК. Молодой человек соглашается, что некоторые вещи, которые делают переселенцы, неправильны, но человек, который разрушил деревню и продал Алису. Из-за этого он не согласен с ним и думает, что охотник обманывает себя, полагая, что он справедливый мститель. Это шутка. Готовый к битве, Синобу заявляет, что разорвет негативную цепь, созданную переселенцами. Начиная с него, трио выбирает своих противников. Охотник против Синобу, зверь против рыцаря и мальчик против Габриэля. При этом мужчина заявляет, что его союзники могут делать все, что захотят, но переселенец принадлежит только ему. Он нападает на Синобу, в результате чего они оба падают со скалы. Битва продолжается над морем, и молодой человек использует свой кинжал, чтобы отразить атаки. Синобу понимает, насколько быстр его противник, и говорит, что именно поэтому он выжил на 100 лет, на что мужчина отвечает, что это только начало. Он бьет Синобу по почкам. Даже во время боя Габриэль заботится о своем учителе, но мальчик говорит, что она его противник. Тем временем волшебник сражается с четырехруким монстром, каждая из его рук владеет мечом. Вернувшись к основному сражению, Синобу не может почувствовать никакого движения или присутствия, когда на него нападают. Это потому, что охотник, используя магию 5-го уровня, телепортируется. Он нападает на молодого человека, который сопротивляется, и Синобу понимает, что это будет тяжелый бой, говоря, что титул мудреца потрачен впустую на этого человека. Охотник говорит, что он выучил боевые приемы специально для борьбы с переселенцами, и что рукопашный бой ему больше подходит. Он также говорит, что переселенцы слишком полагаются на данную им силу, но Синобу не может использовать ее должным образом. Соглашаясь, молодой человек говорит, что призывателю трудно сражаться в ближнем бою.
Охотник снова телепортируется, чтобы атаковать мага со спины, но Синобу уклоняется от удара, хватая руку своего противника, шокируя охотника. Он говорит, что с близкого расстояния он не может промахнуться, поэтому он использует магию 5-го уровня, активируя минимальную силу самоуничтожения. Происходит небольшой световой взрыв. С этой атакой Синобу теряет почти половину своих депутатов. Этот человек говорит, что в этом ничего не было, и, используя магию 3-го уровня, запускает восстановление ступы. Синобу очень удивлен. В другой битве Габриэль ранен на земле, и мальчик спрашивает, была ли целительная магия ненужной. Подразнивая, охотник говорит, что его друг сильнее Габриэля. Синобу, обеспокоенный, кричит о Серафиме и почти побежден. Она говорит, что сожалеет. Несколькими минутами ранее в их битве мальчик говорит, что он красный мудрец, в ярости, несмотря на то, что выглядит ребенком, он верховный маг, использующий все виды магии. Бесстрашно улыбаясь, говорит, приятно с вами познакомиться. Он бросает в нее несколько волшебных ударов и заряжает. Каким-то образом Габриэлю удается увернуться и попытаться ударить его копьем в спину. Острие пистолета почти достигает ее глаза, но мальчик удивляет ее, схватив копье. Используя магию 3-го уровня, активирует силу замороженной королевы, превращая часть морской воды в небольшой айсберг. Габриэль ступает на лед, чтобы атаковать его, но замечает, что его тело становится тяжелым каждый раз, когда он пытается использовать свое копье против мудреца. Он подозревает, что это заклинание вмешательства разума, и понимает, что ему нужно действовать быстро, чтобы помочь Синобу. Провоцируя ее, мудрец спрашивает, почему она колеблется, и говорит, что такими темпами она не сможет победить его. Архангел застигнута врасплох, и магические цепи приковывают ее к ледяной земле. Объясни, что это не вечно, и что она поддерживает свой внешний вид, используя красную жидкость в крови молодых женщин и детей. Этим она говорит, что хочет, чтобы Габриэль таким образом стал его частью. Подойдя ближе, говорит, что он повеселится с ней, а затем избавится от нее, заверив ее, что знает, как доставить удовольствие женщине. Рыцари-чудовище также находятся в сложной и могущественной битве. Четырехрукий монстр атакует рыцаря, который падает раненым на землю. Зверь говорит, что он должно быть заржавел из-за отсутствия достойных противников, но что рыцарь не подходит для его стиля с 6 мечами, и что только трансмигранты могут его удовлетворить. Руки рыцаря не могут дотянуться до зверя, и он думает, что с такой скоростью его можно победить. Обеспокоенная Алиса наблюдает за боем. Четырехрукий зверь говорит, что рыцарь ничтожен по сравнению со своими друзьями. Он говорит ему признать поражение, так как оно скоро разорвет его на части. Рыцарь отказывается, встает и заявляет, что пришел спасти своего друга. Зверь говорит, что узнает в нем воина. Бесстрашный рыцарь несется вперед. Возвращаясь к основному сражению, охотник говорит Синобу, что бой уже решен. Молодой человек говорит, что именно этого и следует ожидать от того, кто повышает свой уровень, используя грязные уловки. Синобу говорит, что хочет кое о чем спросить, прежде чем его нокаутируют. Мужчина спрашивает, решил ли он принять свою судьбу, и находит это очень сочувствующим. Молодой человек говорит, что для переселенца нормально просить о своей жизни, когда он находится на грани смерти. Затем он говорит, что ответит, и если нет, Бук спрашивает, что отличает силу охотника от силы переселенцев. В ответ охотник говорит, что это решимость и утонченность, и что Синобу должен понять это, став свидетелем того, как его друзья и мир подвергаются насилию. Синобу спрашивает, как они могут изучать магию, чувствуя, что это ключевое различие между ними. Охотник говорит, что он учился в Великой библиотеке Суки, и что волшебная книга там жива и может пожирать человеческий разум или наделять могущественной магией. Наконец он говорит, что другие бросали ему вызов раньше и были поглощены волшебной книгой. С улыбкой мальчик благодарит его за предоставление такой полезной информации, что сбивает охотника с толку. Активируя свой командный экран, Синобу говорит, что этот человек слишком легко раскрыл всю информацию и пришло время преодолеть трудности. Не понимая, мудрец спрашивает, что он делает, а молодой человек отвечает, что собирается использовать сферу способностей класса. Сфера светится в руке молодого мага. Убери способность освобождения божественной силы. Доспехи рыцаря разлетаются вдребезги, раскрывая его истинную личность. Зверь потрясен, увидев, что на самом деле это массивное трехголовое существо, величайший страж подземного мира Цербер. Красный мудрец также потрясен, увидев Габриэля стоящим полностью выздоровевшим. Он атакует Серафим огромной вспышкой огня, но она использует свое копье, чтобы превратить пламя в дым. Габриэль говорит, что это пустая трата времени, и с благословения Синобу ее магия больше не работает. В отчаянии говорит, что он еще не высвободил всю эту силу. Вокруг мудреца появляются различные щупальца, которые, по его словам, он никогда не хотел использовать их,
потому что они заставляют его выглядеть некрасиво. Но теперь у него нет другого выбора. Тогда он превращается в гигантского кракена. Но одним ударом Габриэль отрывает часть его тела. Монстр в шоке кричит, говоря, что всего несколько минут назад она была не такой сильной. Она отвечает, что отчасти это связано со способностями Синобу и пользуется возможностью, чтобы подшутить над ним, говоря, что он превратился в старое уродливое существо и легкую мишень. В профиле Габриэля она изображена как серафим самого высокого ранга среди 9, фанатично преданная своему хозяину, со скрытой чертой характера, влюбленная в Шону. В отчаянии охотник спрашивает, что случилось. Синобу говорит, что точно не знает, но охотник слишком много говорит и спрашивает, какова его личность как НПК. Он также показывает, что Алиса сказала ему, что охотник был таким человеком, поэтому он выставил себя дураком. Он сетует, что предметы восстановления пригодятся только в экстренных случаях. Охотник спрашивает, притворялся ли Синобу слабым все это время. В ответ молодой человек говорит, что он тщательно разрабатывает стратегию и признает, что охотник силен, но это будет для него концом. С новым обновлением призыватели оказались в невыгодном положении, поэтому для противодействия ему была запрограммирована новая способность. Она увеличивает характеристики всех призванных существ на 1.7 раз. Четырехрукий мудрец признает, что понятия не имел, что сражается с монстром. Цербер хватает его меч одной из своих челюстей. Зверь задается вопросом, должен ли он считать Цербера фехтовальщиком, пока существо держит меч, и насмехается над ним, говоря: «Иди-ка я. Тебя убьют». Держа меч в руке, волк атакует, нанося удар, который разрушает оружие четвероногого зверя руки, оставляя его ошеломленным. Тем временем то, что осталось от кракена, превратилось в груду мяса. Габриэль готовит свою следующую атаку, и мудрец умоляет его подождать. Она говорит ему, что пыталась убить Шимави, когда он был замаскирован под мальчика, поэтому теперь он должен предстать перед божественным судом. Сбитый с толку спрашивает, что означает божественный суд, и в ответ получает удар от Габриэля. Даже в другом бою охотник вздрагивает, увидев, что все HP и МП его союзников полностью истощены. Насмехаясь, Синобу говорит, что у него есть союзники сильнее мудреца. Мужчина заявляет, что если он победит Синобу, все его призывы исчезнут. Атакуй Синобу, который наносит ответный защитный удар. Он поражен силой и скоростью контратаки, затем спрашивает, все ли время молодой человек симулировал свою слабость. Отрицая это, волшебник объясняет, что часть характеристик призванного существа была передана ему, и что он также стал сильнее благодаря высвобождению божественная сила. В шоке мужчина говорит, что это смешно. Синобу соглашается, говоря, что это несправедливая механика, но это его секретный трюк. Разочарованный охотник бросается на него огненным шаром, посылая его взрываться в сторону Синобу, который блокирует его. Он требует, чтобы переселенец не недооценивал его. Этот человек клянется, что восстановит мир таким, каким он был раньше. Синобу вызывает Бахамута, и из трещины появляется только рука монстра, поражающая мудреца одним сокрушительным ударом. Молодой человек говорит, что его цель не имеет значения, потому что то, что он сделал, ничем не отличается от бесчеловечности переселенцев. Из Синобу появляются черные крылья. С того места, где он наблюдает за битвой, Алиса может видеть магические круги Синобу, а также его призванные существа. Мудрец спрашивает, что это такое. Используя магию 5-го уровня, Синобу вызывает рев императора драконов божественного пламени. Мощный всплеск энергии направляется на мудреца, взрывая все вокруг. Несмотря на то, что он находится на грани поражения, он все еще думает об уничтожении переселенцев. Если он этого не сделает, спроси, не изменит ли он свой образ жизни. Он отказывается, говоря, что многое потерял так же, как и другие, чтобы начать все сначала. Произнеся несколько слов на другом языке, совершает еще одну атаку, заявляя, что не намерен сдаваться. Попытайся ударить Синобу в спину. Внезапно его поражает копье, брошенное Алисой. Мужчина потрясен смелой атакой девушки. Она говорит, что знала, что будет бороться до конца, потому что они оба равны. Улыбаясь, падает на землю, заявляя, что они на самом деле равны. Алиса говорит Синобу, что им это удалось, и плача вспоминает своих родителей и всех в их деревне. Наконец чувствует месть за всех, кого он потерял. Синобу кладет руку ему на голову, говоря, что с ним все в порядке. Алиса плачет еще сильнее, обнимая своего учителя. Появляется Габриэль и спрашивает Синобу, есть ли какие-нибудь предметы, упавшие с тел, которые она могла бы использовать. Одна конкретная команда привлекает ее внимание, поэтому она использует свою способность оценивать. Объект — это демонические глаза 3 созданных ими мудрецов,
способных отслеживать трансмигрантов по длине волны души до 20 уровня. Держа инструмент в руках, анализирует его дальше, удивленный, что они смогли создать такой объект. Он испытывает облегчение, так как Мегуми скоро войдет в этот мир, и они могли бы легко отследить ее раньше, чем ее приемный отец. Позже он говорит, что с помощью этого предмета у него мог бы быть шанс найти свою сестру, когда она войдет в жизнь. С этим он чувствует, что добился больших успехов. Теперь остался только Юму, и для этого он должен стать еще сильнее. Алиса вернулась в академию через 2 недели после всего, что произошло. Беатрис, у которой теперь отсутствует зуб, говорит, что она не против позволить Алисе быть ее другом. Алиса не может поверить в то, что только что услышала. Поскольку все знают об исчезновении Влада, глава семьи Хейзен потерял всякую поддержку и был устранен политическим противником. Семья в одночасье превратилась в руины. Беатрис пытается предложить мир между ними, поскольку память об этом дне была стерта Синобу. Алиса говорит, что это очень щедрое предложение, делая Беатрис счастливой, спрашивая, будут ли они друзьями и какие преимущества принесет эта дружба. Но Алиса отклоняет предложение, говоря, что сожалеет. Не веря в это, Беатрис умоляет его забыть прошлое. Алиса говорит, что это исходит от того, кто ее преследовал. Она шокирована словами Беатрис, но не может принять, потому что покидает академию. Обеспокоенная Беатрис говорит, что если Алиса уйдет в отставку после завоевания популярности, новой целью, названной некомпетентной, станет она. 2 другие девушки наблюдают за взаимодействием, и одна из них говорит, что Беатрис получает то, что заслуживает. Алиса прощается с ней, поблагодарив ее за все, что она сделала. Все еще не веря в это, Беатрис бежит за ней, прося подождать. Но у нее больше нет причин оставаться, поскольку она получила информацию о свитке от 3 мудрецов. Они направляются в Энрагольд, город, окруженный огромной стеной. Взволнованная Алиса восклицает, что ее следующая цель – крепость. Молодой человек подтверждает, что запрещенная книга спрятана в большой библиотеке Суке. Подземелье контролируется гильдией искателей приключений, поэтому они сейчас находятся в городе гильдии. Поскольку это большой город, Синобу надеется, что он и Габриэль не будут выделяться, что позволит им смешаться с жителями. Уши Алисы дергаются, что-то улавливая, когда она говорит Синобу, что у нее есть вопрос из любопытства. Молодой человек говорит, что они не удивлены ее вопросом. Обернувшись, смотрит на маленькую собачку, которая следовала за ними. Тогда Синобу объясняет, что некоторые призванные звери находятся в невыгодном положении, когда активируется высвобождение божественной силы. Отвечая на его любопытство, говорит, что собака – это Цербер, и поскольку он уступает Габриэлю, это его ослабленная форма. Молодой человек говорит ему продолжать идти. Цербер благодарен Синобу за объяснение того, что произошло, но предпочитает, чтобы Алиса не упоминала о позоре его нынешней формы. Очарованной формой рыцаря, девушка опускается на колени и спрашивает, голодна ли она. Синобу предупреждает ее, что, несмотря на свою форму, Куроину все еще сильнее, чем они. Они прибывают в штаб-квартиру гильдии искателей приключений, чтобы зарегистрироваться. Это место полно смеющихся и пьющих джентльменов. Они пытаются остаться незамеченными, но кто-то зовет Синобу. Женщина представляется не как магистр гильдии искателей приключений, а как что-то совершенно другое. Она представляется мастером гильдии бригады рассвета, и Синобу обеспокоен тем, что это может быть плохой ситуацией. Юноша и Габриэль готовят свое оружие на случай, если им придется сражаться, но женщина удивляет его, произнося его имя и заявляя, что он окружен только другими переселенцами. Синобу говорит, что он не ожидал, что другой переселенец нападет на него так прямо. Она говорит, что удивлена, увидев его здесь. Еще больше удивив его, показывает, что он выглядит точно так, как Аюму описал его, что облегчает его узнавание. Переходя непосредственно к делу, волшебник спрашивает, чего он хочет. Женщина говорит, что они обсуждали, что с ним делать во время небесного собрания, и он спрашивает, что это. Объясняя, говорит, что это собрание представителей каждой гильдии, и что его приемный отец также является ее членом. Она говорит, что Синобу – единственный переселенец, о котором ни у кого нет информации, что делает его важной темой для обсуждения на собраниях. И они пришли к выводу, что его следует удалить. Игроки готовы к любой атаке, и она говорит, что у них есть 5 человек на 99 уровне и 7 выше 70 уровня. Тогда она спрашивает Синобу, что он намерен делать.
Он говорит, что приказ о его устранении в тот момент, когда его найдут, это тревожная история. К счастью, у него в рукаве есть хитрость, как выйти из этой ситуации. Синобу говорит ему прекратить действовать и перейти к делу. «Хочешь поговорить?» Она спрашивает, почему он так думает, учитывая, что он только что объяснил, о чем было согласовано на встрече. Убежденный молодой человек говорит, что если бы он действительно хотел устранить его, он мог бы сделать это, не появляясь или даже устроив засаду. Женщина говорит, что он подлый, и извиняется, говоря, что у нее нет причин доставать оружие. Если Нобу скажет, что это именно то, о чем она думала, и она спросит, что он имеет в виду под этим. Женщина говорит Алисе, что при встрече переселенцы могут уничтожить друг друга, и если бы Синобу был мирным, она бы сама защитила его. Она представляется как Кори Шасука, несколько эксцентричный и единственный человек на небесном собрании, который не согласился уничтожить Синобу. Она спрашивает, понимает ли она, что это значит. Молодой человек отвечает другим вопросом. Это значит, что вы его очень цените? Магистр гильдии говорит, что хочет, чтобы вы присоединились к ним, и удивлен, если вы не спросите, не пытается ли он завербовать вас. Подтверждая, рассказывает о преимуществах квестов гильдии, в которых могут участвовать только члены, а также о наградах, одной из которых является билет на выезд. Продолжая, он говорит, что билет предлагает способ сбежать из этого мира. Он также гарантирует способ избежать Аюму и предлагает дополнительную информацию о Мегуми, которая госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Шунобу хватает женщину за руку и требует, чтобы она объяснила, откуда ей известно состояние ее сестры. Своими внезапными действиями бойцы принимают боевые позы. Убирая свою руку с ее руки, говорит ей, что если она хочет узнать больше, ей следует пойти в его офис. Они проводят их в комнату Кори, и один из участников просит их подождать, пока она заберет документы о Мегуми. Внезапно говорит мужчина, говоря Синобу, что он ей не нравится. Молодой человек спрашивает, кто он, черт возьми. Он представляется как Сейдо, один из немногих участников 99 уровня. Мужчина говорит, что не согласен с решением своего учителя простить Синобу, так как считает, что волшебник слишком опасен, но Синобу просто говорит, что не хочет драться. Сейдо говорит, что когда-то он работал в гильдии Патриотического Льва, где Аюму лидер, который удивляет Синобу, который уже считал своего отца коррумпированным. Этот человек подтверждает это, говоря, что у Аюму неограниченный запас платных предметов и что присоединение к бригаде рассвета только заставит его задуматься. Синобу извивается сильнее. Он признает, что принятие Синобу имеет некоторые преимущества, но многие другие недовольны решением Кори. Поэтому он просит его отклонить предложение. Но молодой человек улыбается и говорит: «А что, если я скажу нет?» Разочарованный мужчина говорит, что Синобу должно быть нравилось побеждать туземцев, но этого не произойдет с другими. Сейка заявляет, что если молодой человек не подчинится, она заставит его. Когда он пытается схватить Синобу, его руку легко остановить. Волшебник крепко хватает его за руку, заставляя мужчину опуститься на колени, и дерзко спрашивает его: «Что ты сказал, что собираешься со мной сделать?» Сааб был поражен силой молодого человека. «Я не ожидал этого от призывателя. Если не Боб, он думает, что этот человек не осознает силу в следующем обновлении и надеется, что это просто невежество, потому что ему не нравится, когда его недооценивают». Настаивая, этот человек говорит, что если он продолжит, то станет серьезным. Взволнованная, Каори входит в комнату. Ничего не понимая, мастер гильдии спрашивает, что случилось. Если Нобу спокойно пьет свой чай, в то время как Сейдо, чувствуя себя немного неловко, просто отвечает, что ничего не произошло. Женщина показывает молодому человеку фотографию, сделанную в то время, когда Миюми находилась в больнице Дайкакуя в Токио. Впечатленный говорит, что это тест, и он хочет знать, как он получил то, что, казалось, было снято в реальном мире. Она говорит, что мало кто может говорить об этом, поскольку об этом знают только 5 великих мастеров гильдии, и Синобу удивлена, что есть что-то, чего она не знает. Продолжая, он говорит, что это непостижимое существование, учитывая происхождение истории. Кавари говорит, что фотография была сделана Микагами Тацуи, игроком, занявшим первое место в Vita Online. Он объясняет, что он был студентом-медиком и национальным спортсменом в 3 разных дисциплинах, что давало ему способности, превосходящие способности обычных людей. И что, по-видимому, он был самый быстрый, кто соберет монеты гильдии, тем самым получив билет на вылет. Синобу пытается понять, означает ли это, что он покинул этот мир, и хочет знать, почему он сфотографировал Мегуми. Кавари говорит, что он ничего не понимает в этой предпосылке, и ему нужно сначала объяснить миссию гильдии, чтобы он мог получить билет. В особом подземелье чистилища, месте между пространством и временем, молодой волшебник лежит на земле, умоляя о большем. Поговори с Химабаяси Аюму, который выглядит внушительной фигурой, и скажи ему, чтобы он не боялся. Этого человека сопровождает другой игрок.
Мальчик указывает на существ позади него и говорит, что есть рой смертоносных глаз угря, уничтожение которых происходит мгновенно. Один из монстров атакует, но есть множество легко уничтожает. Этот человек говорит, что именно поэтому он дал ему кулон, чтобы предотвратить мгновенное уничтожение, уменьшив вероятность на 99%. В отчаянии мальчик говорит, что вероятность не равна нулю. Аюму говорит, что если он избежит их или нападет на них первым, проблем не будет, и он заработает очки опыта. Мужчина говорит, что именно мальчик хотел присоединиться, чтобы повысить свой уровень, и что все его друзья находятся на 99 уровне. Мальчик соглашается, но говорит, что мгновенное удаление – это слишком много, и что он ничего не знает об этой системе повышения уровня, еще раз прося, чтобы он повысил уровень. Простите его. Улыбаясь, Аюму соглашается простить его. Затем мужчина, который стоял позади него, подходит к молодому человеку и пинает его ногой, заставляя его упасть в пропасть. Мальчик падает в пасть одному из монстров. Этот человек говорит, что он пятый игрок в этом году, выбывший из прокачки. Аюму защищается, говоря, что это уровень игрока упал. Он говорит, что не хотел этого делать, но это единственный способ тренировать подонков низкого уровня, и именно поэтому он ничего не может с собой поделать. Тогда он начинает смеяться. Каори объясняет Синобу миссии гильдии, которые могут быть повторены и доступны только членам, и которые на данный момент носят теоретический характер. Потому что только они могут быть повторены. Они будут добавлены с обновлением, но это можно сделать только один раз при регистрации в гильдии. Если нет, Вуд скажет, что знает о заданиях, и спросит, знают ли об этом другие. Женщина говорит, что поскольку он не состоит в гильдии, он многого не знает. Она показывает экран с магазином обмена монет гильдии с различными видами оружия в списке. Молодой человек удивлен этой информацией, так как они обычно занимаются восстановлением здоровья или снаряжением для соревнований. Каори соглашается, что награды странные. С этим Синобу начинает задумываться, поскольку на 99 уровне его сила эквивалентна оружию, и пытается понять ход рассуждений. Она просит его посмотреть заметки на экране замены. Он шокирован возможностью вернуться в реальный мир. Каори просит Синобу взглянуть на последнюю страницу, где показан билет для выхода из системы. Объясняя, говорит, что предыдущая заметка появилась около 100 лет назад и широко обсуждалась как условие завершения игры. Синобу говорит, что находит подозрительный предмет и спрашивает, действительно ли она в него верит, но она говорит, что никто на самом деле в это не верил. Вот почему потребовалось 6 месяцев, чтобы это произошло первое убийство. Он все еще не понимает, так как до обновления игроки могли получить задание только один раз, а монеты гильдии всегда были получены. Шокированная спрашивает, начали ли игроки убивать друг друга из-за монет гильдии. Она говорит, что некоторые так думали, в то время как другие не осмеливались этого сделать, потому что считали это неправильным. Каори говорит, что есть разные типы игроков, и никто не знает, может ли любимый человек умереть и прийти в этот мир, или риск оставить ребенка одного. Проще говоря, она говорит, что лишить врага жизни – это решение. Женщина говорит, что им потребовалось всего полгода, чтобы приспособиться к миру и чтобы игроки начали бороться за монеты. 4 человека смогли получить билет на выход. Кори говорит, что после определенного объявления им больше не нужно было сражаться друг с другом, и со временем появилась возможность вернуться домой. Она показывает объявление о большом обновлении, в котором говорится, что как только Мегуми войдет в мир, монеты гильдии будут регулярно предоставляться. Женщина говорит, что по ее мнению все это объявление, похоже, является стимулом для большего количества исключений игроков. Хорошенько подумав, Симонобу упоминает о намерении администрации украсть монеты гильдии у игроков. Поскольку естественно красть золото для выхода из системы, молодой человек понимает, что их заставляют это делать. Впечатленный Каори говорит, что волшебник очень быстро приспосабливается и понимает жестокие намерения, стоящие за новым обновлением. При этом мальчик говорит, что это из-за его опыта жизни с Аюму. Женщина говорит, что исходя из того, что у нее есть, великие гильдии выигрывают время, поэтому она приглашает Синобу присоединиться к бригаде Рассвета. Помимо защиты от Аюму, также предлагает защиту от других гильдий при условии, что он взамен передаст ей монеты гильдии. Шонобу говорит, что это почти как угроза, и она извиняется, объясняя преимущество членства в гильдии. Она больше рассказывает о предложении гильдии, которое заключается в выполнении квестов вместе с целью сбора монет для ухода из жизни. Любопытно, молодой человек спрашивает, будут ли какие-либо преимущества для игроков низкого уровня. Каори говорит, что она и ветераны будут ждать, пока последний не вернется в реальный мир, и что она решила остаться в жизни. Она объясняет причину своей твердой позиции по защите игроков. Поскольку вся ее семья была полицейскими,
а она сама была офицером полиции в Японии. Это заставляет Синобу разразиться смехом, говоря, что то, что он сказал, очень убедительно. Кори напоминает ему, что всякий раз, когда происходит стихийное бедствие, людей всегда эвакуируют в первую очередь, потому что они не могут вернуться домой, не помогая другим. Вы двое пожимаете друг другу руки и заключаете сделку. Вернувшись в чистилище в специальном подземелье, ты встречаешься со своим другом. Он говорит, что каждый раз, когда вы делаете это, чтобы собрать монеты и получить билет на выход из системы, игра подходит к концу. Вы наблюдаете, как люди попадают в гигантскую мясную массу с несколькими похожими на вены трубками, прикрепленными к их телам. Аюму говорит, что так выглядят люди, которые вышли из игры. Мужчина шокирован, говоря, что ничто из этого не похоже на отключение, и Аюму просит его посмотреть на экран, который появился в силовом поле. На экране есть уведомление о нереализованных областях в месте за пределами карты. Он шокирован всей фальшивой историей о билетах, но Аюму остается безразличным. Зная все это, мужчина спрашивает, не по этой ли причине Аюму не ушел, несмотря на то, что у него достаточно монет. Но он просто говорит, что не ушел, потому что любит мир жизни. Все еще любопытно. Мужчина спрашивает, что происходит с тремя пойманными в ловушку людьми. Объясняя, говорит, что они долгое время были без сознания, иногда открывая глаза и крича, всегда с выражением страха. Мужчина спрашивает об игроке, занявшем первое место. Единственное, что знает Аюму, это то, что он не разделил той же участи, и что единственное, что он получил от игрока, был ключ Агарты в знак того, что он будет искать больше ответов, если он хотел понять, что на самом деле происходит. Наконец, Аюму говорит, что им нужно добраться туда раньше всех, и если кто-нибудь появится, он похитит и убьет их женщин. В городе идет снег, а на Алисе только плащ и капюшон. Девочка говорит своему учителю, что она все еще чувствует холод в своих руках и ногах. Магия третьего уровня настроена. Иначе Вуд говорит, что если она наденет больше одежды, это ограничит ее движение. Девушка спрашивает, холодно ли Габриэлю, а Архангел говорит, что у призванных существ есть то преимущество, что они не чувствуют изменений. Архангел пользуется возможностью, чтобы спросить Синобу, было ли хорошей идеей принять предложение Кори. Отвечая, говорит, что делает вид, что доверяет ей. В конце концов, чтобы использовать ресурсы гильдии, он должен быть ее частью. Молодой человек говорит, что он состоит в гильдии для сбора информации, и хотя он доверяет Каре, он не может делать то же самое с другими членами. Этим он говорит, что намерен разблокировать квесты гильдии, а затем посмотреть, как далеко он сможет продвинуться в одиночку. Габриэль спрашивает, возможно ли выполнить квест в одиночку, и молодой человек говорит, что вы двое справитесь с этим. Он также говорит, что ему не нужно раздавать монеты гильдии, поскольку Келлери, похоже, сомневался, что он сможет выполнить квест самостоятельно. Архангел извиняется за то, что не верит своему учителю, и молодой человек улыбается, говоря, что она всегда может высказать свое мнение. Али присоединяется к разговору и хвалит Синобу, говоря, что считает ее потрясающей. Молодой человек говорит, что опасно делать то, что приказывают люди, и что то же самое относится и к ней. Улыбаясь, говорит, что она сама решает, куда идти, и что если однажды он ошибется, она сможет остановить его и пойти по правильному пути. Чуть не плача, Алиса говорит, что Синобу подобен Богу и поэтому никогда не ошибается. Но молодой человек говорит ей, что когда он вырастет, ему нужно будет использовать свою голову. Очень счастливой, она говорит, что всегда будет верить в него, и ничего не делая, молодой человек просто говорит, что они должны справиться с чудовищной опасностью. Щелкнув по экрану, начинает миссию по затоплению вечной мерзлоты и получает 1000 монет от гильдии за участие. Если нет, Боу говорит, что сначала должен быть отборочный тест для участия в охоте на монстров для нескольких игроков, собравшихся вместе, и Алиса спрашивает, является ли это тестом. Девушка говорит, что все они выглядят очень сильными, и один из них звонит Синобу, говоря, что он приводит женщин и детей, чтобы победить монстров. Раздраженный мужчина говорит, что именно из-за таких людей, как Синобу, авантюристов критикуют, но мальчик не отвечает. При этом игрок кричит, требуя, чтобы он извинился на коленях за то, что играл с женщинами. Появляется Цукоими, нанося мощный удар мужчине, который преследовал его хозяина. Женщина спрашивает Синобу, когда им следует начать устранение, и молодой человек отвечает, что, по его мнению, она уже это сделала. Другие игроки раздражаются, спрашивая Синобу, из какой дыры она вышла. Но на сцене появляется один, кричащий, чтобы все замолчали. Великая мудрая Изабелла спускается по лестнице, чтобы присоединиться к ним. Она благодарит всех вас за то, что вы были там, но говорит, что качество не кажется очень высоким. Один из мужчин шепчет, что она ведьма Севера,
которая живет уже 400 лет. Используя магию 4-го уровня, она вызывает замороженные края и говорит, что вот-вот начнется экзамен и что им нужно разрушить ледяные статуи. Она говорит, что ей все равно, какие способности они используют, и доказывает это, уничтожив одну из них своим оружием. Объясняя, он говорит, что это его магически усиленная атака ближнего боя, и это самое низкое требование. Изабелла говорит, что это первое испытание, потому что монстры в северных регионах свирепы, и любой, кто не сможет пройти первое испытание, должен сдаться. Она видит, что никто не сдался, и объявляет, что рыцари и командиры гильдии будут соревноваться в отдельных помещениях. Сукуэ Мид говорит, что существование Синобу уже хорошо известно, поэтому ей не нужно скрывать свои способности, и волшебник соглашается. Одним ударом Габриэль разрушает одну из ледяных глыб. Используя магию 5-го уровня, Сукуеми вызывает ящик с игрушками и уверенно спрашивает, будет ли исчезновение статуи считаться разрушением. Статуи исчезают, и Изабелла полностью шокирована, заявив, что даже она не может использовать магию 5-го уровня. Игроки шокированы паникой женщины и волнуются, желая знать, кто эта группа. Ее микрофон поворачивает край ее платья, в результате чего падают камни. Изабелла подбирает несколько и ошеломлена, увидев, что это волшебные камни коричневого дьявола. Она говорит, что это еще не все, а также раскрывает ядро коричневого атласа, высшего вида, и ядро древнего ледяного дракона. Улыбаясь, Сукуеми говорит, что сдавать экзамен стыдно, и спрашивает, есть ли у Изабеллы какие-либо жалобы на ее способности. И Изабелла просто говорит, что все в порядке. Возвращаясь к своему учителю, Цукуйоми говорит, что женщина выглядела очень высокомерной, что заставило ее захотеть запугать ее. Накрывшись капюшоном, Синобу ругает ее, говоря, что в этом нет необходимости, но она только смеется. В комнате администратора бот встречается с игроком номер 1 и спрашивает, уверен ли он в том, что собирается делать. Жестом он подтверждает, и она запускает событие вторжения с очень высоким уровнем сложности. На заснеженной горе распускается цветок, предвещающий отчаяние. Их размещают в роскошной комнате, и появляется Шунобу, чтобы поблагодарить Изабеллу за это. Молодой человек доволен отношением Изабеллы, несмотря на все замешательства, и понимает, что она очарована его силой. Из-за этого они решили присоединиться к команде по охоте на монстров. Но Алиса не очень хорошо справилась со своим тестом, только сумев проделать небольшую трещину. Неспособная оправдать ожидания Изабеллы, девочка была принята только в качестве ее горничной, согласно тому, что сказала Сукуеми. Девушка в депрессии, Синобу говорит, что она не знает, что ему сказать в данный момент. Сукуэми говорит, что Синобу относится ко всему слишком серьезно и что это ему не нравится, а молодой человек отвечает, что она свободолюбива в том, что говорит. Все четверо выходят из комнаты и собираются перед особняком Изабеллы. Габриэль с любопытством спрашивает, есть ли у него с ней какие-либо дела, поскольку он присоединился к отряду и выполнил все требования миссии. Он говорит, что заинтересован в ее способностях, поскольку она волшебница, прожившая 400 лет. Серафим пытается сказать, что он не верит, что эта женщина сильный человек. Но он говорит, что должна быть причина, по которой она жила все это время, и что это из-за того, что она была сильной. Влияние Кори на северный регион. Синобу говорит, что это не вопрос силы, и что он хочет знать, способна ли она им помочь. В этот момент Изабелла выходит и слушает, что она говорит, и Синобу удивляет ее, прося научить ее своей технике. Молодой человек просит ее научить его укрепляющей магии, которую она использовала на своем посохе, чтобы разрушить лед. Изабелла объясняет, что магические чары – это ее уникальная техника увеличения физической силы слабых волшебников, и что Синобу в этом не нуждается. Однако говорит, что эта техника предназначена для Алисы, и что ее просьба внезапна и груба, но взамен она поможет городу. Затем она просит его научить Алису, пока девушка не достигнет уровня мастерства, который она признает. Алиса спрашивает Синобу, не будет ли он больше ее тренировать и не намерен ли он бросить ее. Неловко смеясь, молодой человек отвечает, что он только что понял, что не подходит для обучения людей. Он объясняет, что игроки используют магию, просто помня об этом, но жителям нужны точные магические манипуляции. Волшебница спрашивает, что думает Изабелла, и она говорит, что Алиса уже на пределе своих возможностей как заклинатель. Женщина говорит, что Алиса талантлива, но зверолюди не подходят для точных магических манипуляций, и что они имеют корни как племя охотников, живущих в лесах и пустынях. Алиса говорит, что среди них ее семья преуспевает в магии, не способна быть похожей на Синобу. Плачет, девочка говорит, что хочет стать сильнее. Молодой человек обнимает девушку и, улыбаясь, говорит, что она его ученица. Наконец, Изабелла соглашается обучать девушку и говорит, что ее обучение интенсивное.
Обучение Алисы тяжелое, с физическими упражнениями и чтением книг в течение нескольких дней. Она возвращается с очередного тренировочного дня измученная и говорит Синобу, что собирается принять ванну. Молодой человек понимает, что достиг своего предела и просит Габриэля помочь девушке. Алиса пользуется возможностью, чтобы насладиться расслабляющим купанием в ванне. Тем временем она думает о том, как переподготовка делает ее сильнее, но она все еще не может достичь магии третьего уровня Наюм со свитками. Вспоминая, что сказала Изабелла, думает, что она недостаточно хороша, чтобы быть рядом с Синобу. Без одежды Габриэль в смущении входит в ванную. Алиса говорит, что уйдет, но Архангел просто входит в ванну. Потирая девушке спину, Габриэль объясняет, что Синобу попросил его присмотреть за ней. Алиса говорит, что она напоминает ему, когда Синобу нашел и спас ее. Плача, девушка спрашивает Габриэля, достойна ли она больше быть рядом со своим учителем. Девушка говорит, что изо всех сил старалась быть полезной Синобу, но чувствует себя обузой из-за того, что не стала такой сильной, как зверь. И что, несмотря на то, что ей удалось отомстить, он думает, что я должен вернуться в лес. Но Габриэль говорит, что девушка сильна, и что когда-то она была хрупким пламенем, которое думало только о мести, но теперь это сильное пламя верности. Габриэль говорит, что она сильна, потому что верна Синобу, так же как Алиса сильна по той же причине. Алиса говорит, что это очень упрямый образ мышления. Смеясь, девушка говорит, что женщина очень забавная, и непонимающий Габриэль спрашивает, сказала ли она что-нибудь смешное. Довольная девушка благодарит его и говорит, что сделает все возможное. Внезапно гаснет весь свет, и Алиса предлагает принести немного света, но Габриэль говорит, что это опасно. Алиса говорит, что у нее хорошее зрение и слух, поэтому она может хорошо видеть даже в темноте, и просит женщину подождать. Если Нобу придет с фонарем и случайно наткнется на Алису, в результате чего она упадет на землю. Увидев, что девушка была без одежды, закрывает лицо рукой и извиняется. Свет снова включается, освещая дом. Синобу извиняется за аварию и говорит, что думал, что Алиса все еще в ванной. Улыбаясь, девушка говорит, что это не проблема, так как он ее учитель. Сбитый с толку молодой человек спрашивает, что она имеет в виду, но девушка просто возвращается в ванную, чтобы потереть Габриэлю спину. Изабелла воссоединилась с мастером и его призывом, и Синобу просит Архангела объяснить, почему они все там собрались. Женщина говорит, что все дело в специальной подготовке Алисы, и что хотя девушка стала лучше в рукопашном бою, ее общая сила не изменилась. Тогда Габриэль предлагает что-то изменить и, наконец, замечает девушку, держащую лук. Когда Алиса выпускает стрелу, она попадает в цель, шокируя своего учителя. Габриэль объясняет, что это расстояние, которое можно определить с помощью магии. Она говорит, что девушка обладает отличными способностями восприятия, уникальными для людей и зверей. Алиса говорит, что лук – это специальность ее народа. Габриэль говорит, что стрелы можно легко заблокировать защитной магией, и что их огневая мощь не соответствует огневой мощи мага дальнего боя. Но тщательно подумав, молодой человек считает, что это может сработать. Удивив девушку, говорит, что знает способ использовать ее способности. Если ты не Буб, представь Барретт М82, винтовку из антивещества. Объясни, что это оружие из его мира, обладающее разрушительной силой на большом расстоянии, и он планирует использовать магию, чтобы улучшить его. К нам быстро приближается свирепый медведь. С ее точным прицеливанием и одним выстрелом Алиса сбивает зверя с ног, превращая ее в мощного дальнобойного волшебного снайпера. Изабелла потрясена мощью оружия, увидев, что она убила коричневого демона всего одним выстрелом. Алиса спрашивает Синобу, было ли хорошей идеей потратить все монеты гильдии на кого-то вроде нее. Молодой человек говорит, что это не проблема, и что они скоро заработают больше, когда завершат миссию. Благодарный, девушка говорит, что сделает все возможное. Ставрис появляется, чтобы присоединиться к ним, и Синобу говорит, что они почти готовы к завершению миссии гильдии. Начинается день полномасштабного подчинения. Собравшимся игрокам Изабелла говорит, что их жизни не будут защищены, поэтому они должны постоять за себя. Этим она подает сигнал всем отрядам двигаться вперед и победить ледяных орков. Каждый игрок атакует зверя. Синобу наблюдает, как игроки уничтожают орков, и спрашивает, должны ли они тоже присоединиться к битве. Приближается все больше монстров, и молодой волшебник вступает в бой. Одним ударом уничтожает своих врагов, оставляя других игроков в шоке.
Другой игрок, разочарованный, говорит, что они не смогут достичь каких-либо достижений и сожалеет, что приехал на отдаленный север. Габриэль замечает, что ледяной король предупреждает своего хозяина. Как могущественная фигура, Синобу поворачивается лицом к главе миссии. Монстр ревет, заявляя, что Синобу должен быть уничтожен, но молодой человек, полной уверенности, говорит, что ледяной король не может этого сделать. Орк преследует некоторых игроков, но одним выстрелом Алиса легко уничтожает монстра. Она делает больше выстрелов, сбивая нескольких ледяных зверей, оставляя игроков в ужасе, не способных понять, что только что произошло. Синобу сидит рядом с ледяным королем, которого она победила без особых усилий, и уверенно говорит, что звери были для них идеальными противниками. Еще один орк атакует юношу. Еще один выстрел сбивает монстра с ног, и Синобу заканчивает свою фразу, говоря, что они пригодились для обучения девушек. Игроки празднуют завершение миссии. Приходит уведомление об окончании миссии, большом наводнении вечной мерзлоты и распределении монет гильдии. Синобу говорит, что они могут легко пройти этот уровень, и предлагает вернуться в дом Кори. Приходит еще одно уведомление, и начинается лавина, повергающая игроков в панику. Из-под снега появляются огромные лозы. Появляется еще одно предупреждение о том, что через 10 часов начнется атака. Появляется огромное и страшное растение. Изабелла напугана и сбита с толку, и Синобу объясняет, что это событие нападения. Древний цветок, пришедший из космоса, пускает корни и быстро растет, используя жизнь вокруг себя в качестве питательных веществ. Он также быстро растет и в течение 24 часов может уничтожить человечество. Габриэль спрашивает своего учителя, что это за растение, и он просто отвечает, что это плохие новости. Событие атаки – одна из самых сложных миссий в жизни, событие, которое произошло после выхода игры. Необходимо постоянно поражать босса атаками, и это событие было введено при запуске игры, что сделало Лабию популярной. Синобу использует свой экран для общения с Каори остальными, но затем получает уведомление о том, что лимит игроков равен единице. Синобу паникует при мысли о том, чтобы противостоять атаке в одиночку, и его группа бежит, чтобы избежать столкновения с могущественными корнями. Волшебник говорит им вернуться в город. Другие игроки пытаются войти в город, но им мешает барьер с сообщением о том, что вход невозможен во время квеста. Игроки впадают в отчаяние, опасаясь, что их уничтожит завод. Один из них винит в происходящем призыв Синобу. Молодой человек понимает, что этот район был изолирован в начале атаки и что он не может общаться с другими. Алиса в замешательстве, не понимая, что все это значит. Если Нобу попросит их забыть о Борке и сосредоточиться на миссии, потому что растение будет продолжать расти и поглощать все вокруг. Напуганная девушка спрашивает, пожирает ли оно монстров, и молодой человек подтверждает, говоря, что оно растет, пока они разговаривают. Появляется Изабелла и говорит, что в городе царит хаос, прося Синобу одолжить ей свою силу. Он говорит ей возглавить армию и защитить город любой ценой. Женщина спрашивает, что он будет делать, и волшебник отвечает, что он победит основную часть древней флоры. Изабелла удивлена, а молодой человек просто говорит, что они позаботятся об этом. Призови Габриэля, Сукуеми и Цербера, который пришел в норму, и попроси Алису подождать его. Девушка выглядит грустной, но он говорит ей, что она должна защищать город и что он рассчитывает на нее. Алиса очень довольна и говорит, что защитит всех. Через несколько часов цветок стал еще больше. Сукуеми спрашивает, каков план, и Синобу говорит, что на данный момент они атакуют корни за 20 секунд. Он говорит Габриэлю отдать все и просит Серверуса защитить всех своей способностью. Сукидоми, однако, говорит, что ему не нужно говорить ему, потому что она уже знает, что делать. Гордый говорит им, чтобы они были готовы. В городе Алиса готова со своим оружием, а Изабелла собирает свою армию. Начинается атака. Синобу использует свои летные способности. Каждый из них атакует корни древней флоры. Обладая магией 5-го уровня, Габриэль использует священную ядерную бомбардировку, вызывая мощный взрыв. Молодой волшебник использует пространственный разрез, поражая монстра, но понимает, что атака не снизила его здоровье даже на 1%. Цветок начинает раскрываться, раскрывая свою истинную форму, и Габриэль спрашивает, а Симабук подтверждает, что это действительно древний цветок. Раскрывается основная часть цветка. Древний цветок издает страшный крик,
и из его корней появляются поглощенные звери, теперь еще более чудовищные. Юноша кричит на Цукиёми, а призванная воительница использует магию 5-го уровня, чтобы создать стену огня против существ. Прежде чем они расстались, Синобу объяснил, что поглощенные существа могут превосходить их численностью, поэтому им нужен Цукуйоми. С ее призывами нежити женщина может в одиночку содержать существ, созданных растением. Синобу говорит им продолжать использовать мощные атаки. Волшебник получает уведомление о том, что активированное заклинание будет отменено. Нежить исчезает, а Цукуйоми озадачена, говоря, что у нее все еще достаточно МП, но она не может активировать свою магию. Монстры бросаются на нее, но Синобу быстрее и защищает своего призывателя. Она извиняется за то, что доставила неприятности, и он успокаивает ее, говоря, что это не его вина. Волшебник пытается активировать свою магию, но его блокирует предупреждение о том, что заклинания призыва ограничены. Цукигоми спрашивает, что происходит. Разочарованный молодой человек кричит на администратора, говоря, что он знает, что она все видит. Габриэль звонит ему, и Синобу извиняется за то, что потерял самообладание. Объясни, что кто-то может манипулировать системой, но с уверенностью он говорит, что привык к нервам. В городе поглощенные монстры атакуют со значительным преимуществом. Стена пламени 2-го уровня уничтожает некоторых монстров, спасая игроков. С ее точным прицеливанием Алиса продолжает сбивать монстров, повышая свой уровень. У нее заканчиваются патроны, и Изабелла хвалит ее подавляющую силу, хотя девушка просто говорит, что это из-за оружия. Алиса достает огнестрельное оружие и объявляет, что оно уничтожит убегающих монстров. Изабелла говорит, что рассчитывает на девушку. Игрок прячется в переулке, думая о Синобу и его союзниках, победивших монстров, и решает приложить больше усилий. Али приближается и поражается, когда он внезапно обнажает свой меч, не замечая зверя позади него. Человек разрубает существо пополам. Он тот самый игрок, которого Сукуями победил во время экзамена, и спрашивает, все ли с ним в порядке, говоря, что его высмеял Ани. Несмотря на то, что находится в ранге подозреваемых, девушка благодарит его, но когда она пытается встать, игрок выбивает ее пистолет, в результате чего она падает на землю. Алиса спрашивает, что он делает, и раздраженный мужчина спрашивает, так ли он относится к тому, кто ее спас. Алиса думает про себя, что в мире нет порядочных людей, кроме ее учителя. Она объясняет, что схватила пистолет только для нападения, и спрашивает, какова его цель. Со злобной улыбкой мужчина требует свое оружие. Она говорит, что видела, как она победила монстров, и называет ее эгоисткой за то, что она не поделилась своими предметами. Подними пистолет с земли, направь его на Алису и скажи, что это предмет Бога, и что Синобу, вероятно, одно из божественных существ. Держа палец на спусковом крючке, говорит, что это его раздражает. Девушка говорит, что оружие может использовать только она, и в результате мужчина бьет ее ногой. Она говорит, что оружие предназначено для ее защиты, поэтому должно быть это важно для Синобу, утверждая, что женщинам легко, когда дело доходит до получения вещей. Мужчина также обвиняет ее в том, что она завоевала Синобу, используя его женские качества. На полу девушка защищает своего хозяина и спрашивает, почему он это делает. Он снова пинает ее и насильно пытается раздеть, говоря, что поскольку у него не может быть платных предметов, он вместо этого повеселится с ней. Удерживая ее, говорит, как здорово, что девушка еще не потеряла невинность. Алиса помнит, когда ее нашел Синов, и когда Габриэль сказал ей, что она сильна из-за своей преданности волшебнику. За его спиной появляется трупная фигура, сбивающая его с толку. Отвлекшись, девушка пользуется возможностью освободиться и схватить его оружие. Чувствуя опасность, умоляет мужчину подождать, утверждая, что он просто шутил. Алиса выпускает единственную пулю, которая задевает его ухо. Девушка спрашивает, почему они всегда такие, проявляя злобу, когда все под контролем. Но когда ситуация меняется, они молят о пощаде. Направив пистолет, девушка говорит, что если он заявляет, что может делать все, что захочет под предлогом того, что это шутка, то она может поступить так, как считает нужным. То же самое. Затем она стреляет ему в руку, заставляя его кричать, и девушка говорит, что тоже спустила курок в шутку. Плача умоляет о пощаде, и Алиса говорит, что не убьет его, потому что у нее нет убеждений или убеждений, что делает его еще хуже, чем другого человека, которого она убила. Мужчина спрашивает, будет ли он прощен, и она соглашается. Монстры приближаются и нападают на него, заставляя Али смеяться, когда он говорит, что в конце концов только она его простила. Шпагат защищает от лиан. Шонабу едва увернулся от одного. Его вот-вот ударит другая лоза, но, к счастью, его магия защищает его, и срез заставляет древний цветок кричать от боли. Роль Цербера — быть его щитом, уравновешивающим огневую мощь и долговечность, но Синобу понимает, что есть пределы.
Подумай о его первоначальном плане, который был основан на короткой битве с использованием техники призыва Цукуйоми, но теперь превратился в одиночный бой. Извиняясь, волшебник привлекает его внимание и признает, что его оценка была слишком наивной и что сейчас не время скупиться. Щелкнув по своему экрану, использует целебный шар, предмет спасения и источник безопасности для такого осторожного человека, как он. Обладающий магией третьего уровня активирует самоуничтожение ярости, намереваясь использовать как можно больше. Древний цветок визжит от ярости при атаке и запускает одно из своих щупалец, ранив Синобу, но он неоднократно активирует свою силу, чтобы поразить монстра. Атаки имеют значительный эффект, заставляя зверя перестать двигаться, и Синобу испытывает облегчение от того, что это сработало. Однако снизил лишь часть своего здоровья, и монстр раскрывает свою вторую форму. Если у него осталось не только 30 целебных сфер, и он понимает, что этого будет недостаточно. Молодой человек колеблется, стоит ли переключать свое внимание. Габриэль звонит ему и просит своего учителя позволить ему выполнить его последнее служение. Молодой человек кричит, умоляя его не делать того, что он намеревается. Одна из систем Вита позволяет обменивать предметы на новые способности небольшими порциями, и это также можно делать с призванными зверями. Способность Габриэля позволяет полностью уничтожить врага с помощью магии 6-го уровня. Страшный суд. Эффект мгновенного уничтожения не действует на боссов, но он резко снизит здоровье растения. Это оставляет молодого человека раздробленным, потому что его использование приведет к исчезновению Габриэля. Однако, если его устранят, он не сможет спасти свою сестру. Приходит уведомление о том, что он повысил свой уровень и что сфера восстановления отправлена в его подарочную коробку. Проверяя систему, волшебник шокирован, поскольку повышение уровня не должно было быть возможным. Имея еще 16 сфер, задается вопросом, возможно ли еще больше снизить Associated Press монстра. Зверь снова атакует, нанося удары и ему, и Габриэлю. Молодой человек кричит Архангелу, требуя, чтобы он не использовал технику самоуничтожения, решив, что они пойдут до конца. Габриэль соглашается со своим учителем и возобновляет борьбу со старым цветком. Она и другие призывы продолжают рубить корни. Синобу и их призванные союзники готовятся к последней атаке. Синобу активирует самоуничтожение 46 раз, нанося значительный урон существу. В качестве последнего удара он наносит удар монстру, в конечном итоге уничтожая древний цветок. Затем приходит объявление о том, что событие атаки завершено. Рухнувший на землю в изнеможении, Синобу испытывает облегчение от победы. На его экране появляется уведомление о том, что награды не были получены, потому что он получил их заранее от наблюдателя ТМ. Сбитый с толку, молодой человек пытается понять, повторяя то, что написано в уведомлении. Шен Роубу думает, что если бы он не повысил свой уровень, он бы не получил шары и проиграл, но вместо этого он получил точную сумму, необходимую для выигрыша. Он думает, что это слишком удобно, и подозревает, что это была операция администрации, пытающейся понять ее мотивы. Волшебник также хочет знать, кто является наблюдателем. Закрыв глаза, измученный и неспособный пока двигаться, молодой человек решает не думать об этом. Администратор спрашивает игрока номер 1, приемлемо ли то, что они сделали, и он соглашается, поскольку Норпса больше не осталось. Он говорит, что они успешно конфисковали незаконные предметы. Бот утверждает, что игра должна быть честной и беспристрастной. Улыбаясь, мужчина спрашивает, понравилось ли ему его маленькое прикосновение. Она говорит, что у нее нет комментариев по этому поводу. Рассуждая здраво, мужчина говорит, что, по его мнению, он устроил по-настоящему напряженную битву не на жизнь, а на смерть, и что она не может закончиться без некоторых последствий. Смеясь, говорит, что следующим будет штраф для игрока, нарушившего правила, и в качестве наблюдателя он назначит наказание.